Пришел банкет, сказал, у нас будет легкая живая музыка. Я говорю, да, хорошо. И потом просто заносится барабанная установка. Бюрократия. У меня договор на 114 страниц на помещение в 42 квадрата. У меня в кофейне я столкнулся с тем, что каждую штуку, которую я делал или что ты хотел купить, типа, все по 1000. Все по $1000, то есть даже в ремонте. К чмошникам никто не пойдет. Стоит женщина и сливает в банку мыло. Конвертация девушек в кофейне — это хорошо. Чуть-чуть перегрел латте, пойду поплачу. Вот. А мы не дадим вам алкоголь, вы нам не нравитесь. Сегодня невероятное событие. Богдан, Никита. Настроение потрясающее. Вы красивые, умные, улыбаетесь. И мы будем обсуждать одну из самых топовых тем по бизнесу в Польше. Это ресторанный бизнес. Это как открыть кафе, да, продавать кофе, зарабатывать на этом сумасшедшие деньги. И трещит, он уже трещит, да? И как заниматься более масштабными проектами в формате ресторанного бизнеса. Обсудим, как зарабатывать деньги и как заниматься рестораном. Разные форматы. Возможно, это разные форматы. А возможно, это правда. Да. Начинаем с правой стороны стола. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Чем занимаетесь? Здравствуйте. Как давно в Польше? Что у вас за Меня бизнес? зовут Богдан. Я в Польше 1,5 года. И, можно сказать, когда приехал, сразу ворвался в гастробизнес. Как все мечтают это сделать. У меня здесь кофейня, матча-бар, в целом место для тусовок. Вазап. Привет. Меня зовут Никита. Я в Польше уже 2,5, даже чуть больше, наверное, скоро 3 года. На сегодняшний день у нас 3 локала, то есть есть поменьше, побольше, есть прям ресторан, есть фудкорт. И параллельно там некоторыми проектами занимаюсь. Плюс у меня еще есть кофейня в Беларуси одна осталась. У нас еще уникальная ситуация. Во-первых, разные форматы, разные люди по темпераменту, да, но что-то нас, как говорил Богдан, объединяет, мы постараемся сегодня найти что, но я вот на вас смотрю, вы все равно очень разные, да, подходы, я уверен, они другие, поэтому сегодня постараемся это декомпозировать, эту историю, и понять, в чем же секрет успеха у каждого из вас, потому что я считаю, что у каждого из вас он есть. Я когда познакомился с тобой, ну, во-первых, я сразу почувствовал эту какую-то внутреннюю связь между нами. Свой. Между нами, да, и потом я тебе сказал, если ты помнишь одну такую фразу, что я первый раз такое вижу, когда кафе, то есть когда какое-то физическое пространство является продолжением человека. Вот я говорю, у меня мурашки реально по коже. Люблю тебя. И я первый раз увидел такую историю, когда физическое какое-то пространство является продолжением человека. Я спросил, Богдан, как у тебя это получилось? Как тебе получилось то, какой ты человек, продлить его и трансформировать его в физическом мире? Да? И мой первый вопрос к вам, да, можем просто устроить дискуссию. Почему 90, не знаю, наверное, 95% заведений в хорике, в этом сегменте, почему они закрываются? Слушайте, есть очень важный момент в закрытии многих проектов. Это так называемая ошибка выжившего. Все смотрят на успешные проекты, но реально забывают про вот эти 90% кладбища, когда проекты гибнут. И почему-то пытаются повторять успешные, но не исследуют ошибки тех. На мой взгляд, самая большая ошибка, которую я наблюдаю в проектах, которые на моменте даже открытия гибнут, это неправильное планирование финансов. То есть люди неправильно просчитывают вообще все, ну на самом деле все. Они забывают учесть множество мелких нюансов, вот даже с такими я помню, когда Богдан открывался, он тоже столкнулся, и я столкнулся по приезду в Польшу, и часто люди не планируют один бюджет, максимальный, вот все, что у них есть, даже чуть-чуть больше, чем у них есть. А когда выстреливает еще больше, у них нет подушки, и они не могут перекрыть. И такие проекты закрываются еще до открытия. И таких проектов очень много. Если говорить про вот первый этап, мы потом будем развивать эту тему чуть больше, то на планировании люди стопорятся. Пытаются сами охватить все, а это очень сложно. То есть, если ты в чем-то не разбираешься, лучше, например, делегировать кому-то специалисту. Конечно, очень важно подобрать правильного специалиста, потому что есть очень разные такие инфо-цыганства. Ну, разные Джеки Чаны, да. Да. И слить бюджет можно хотя бы вообще просто на специалистах. Ну, да. Вот. И тут очень правильно просчитать сначала, как ты будешь делать, что ты хочешь делать. То есть, главное задать себе вопрос, что ты делаешь, как ты делаешь и какую цель ты несешь. Если ты можешь себе ответить на эти 3 вопроса, садимся за Excel. И самое главное правило для меня, если ты заработал в Excel, можешь попытаться перенаправить все в жизнь. Потому что если ты в Excel лох,
в жизни, скорее всего, ты закроешься. Классно. Ты сейчас сказал вещь, которую я, не знаю, в каждом третьем видео нашем для наших подписчиков говорю, что если вы не можете даже на бумаге либо в Excel разбогатеть, да, то типа на что вы рассчитываете? Ну, как бы, еще чего очень вы важно взяли? адекватно подходить к цифрам. Можно же в Excel написать оборот в миллион. Ну, Да, то есть тут да. важно реально подходить к цифрам, делать Да. анализ. Отлично. Вы досмотрели до этого момента, значит, вам действительно интересен бизнес в Польше. Поддержите нас, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий и подпишитесь на наш канал. А если вы реально настроены делать бизнес в Польше, то мы можем вам в этом помочь. Во-первых, в формате обучения у нас есть классный обучающий продукт по старту и ведению бизнеса в Польше. Во-вторых, консультацией. И в-третьих, услугами. Регистрация компании, ИП и налаживание бизнес-процессов. Внизу под видео вы найдете все ссылки и продолжаем смотреть выпуск. Богдану надо отдать должное, я помню, как он открывался, он обходил, не знаю, сотни заведений, Да. и у каждого брал статистику, прям что мог найти. И это очень правильный был подход. Да. Когда я приехал, я потратил 3 месяца, просто ножками ходил от заведения к заведению и помечал себе в блокнот, что продают, как продают, по каким ценам продают, делал анализ, брал чеки в начале дня, в конце дня, чтобы посмотреть, сколько чеков делают в день, потому что рынок новый, страна новая для меня была, и я не знал, как она работает, то есть надо было понять, почувствовать само место, что им надо. Вот, это такой прям важный аспект на старте. Дальше еще дофига подводных камней, но Но мы хотим продолжим, да. послушать Богдана. У Ситуация меня- следующая. У меня ситуация следующая. Я поскольку в этой теме вообще буквально вот год, даже еще года нет на самом деле, я до этого бизнеса занимался абсолютно другими вещами. И входя в этот бизнес, действительно, я изучил просто все, что можно было, купил кучу курсов, прошел кучу обучений у разных людей, поработал в разных местах на разных позициях. И мне кажется, основная проблема людей, которые закрываются, это действительно, как говорит Никита, первоначальный подход и изучение всей вообще структуры и работы этого бизнеса. И вовлеченность в сам бизнес, в само открытие. Потому что многие даже ко мне уже сейчас приходят, говорят, давайте что-то откроем, у меня есть деньги. Я говорю, да деньги у меня у самого есть. Типа мне нужны, если открываться, то нужны партнеры, с которыми можно открываться. Просто взять бабки, типа, ну, свои есть капитал, друзья, банки. Типа, деньги в наше время это не проблема. Проблема найти людей, которые захотят так же, как и ты, влезть в это дело и разделить его вместе с тобой и полностью углубиться в процесс. Потому что если ты не углубишься в процесс, то ты реально на этапе планирования изначально даже нормально не сработаешь. Поэтому как бы у меня есть таких 4, наверное, пункта, почему закрываются такие заведения. Это Давай. неправильный подход, это плохая насмотренность, это очень, нехорошая вовлеченность в продукт сам. И мне еще кажется, очень сильно влияет сама личность, которая открывает этот проект. Потому что я, опять же, сужу по себе, и много куда смотрю, много где был, много что видел. Для такого бизнеса нужна сильная личность, которая будет это все собой как бы проецировать, нести это за собой, тянуть это за собой и развивать это. Вообще есть такая еще категория людей. Богдан, в целом, я согласен тоже со всеми пунктами. Есть несколько вариантов открытия. То есть, например, можно влиться в свой проект. Вот Богдан, его проект — это продолжение его личности, как было вот еще в начале мы обсудили. Это факт. Это, с этим вообще никто спорить не может. Это так и есть. Но есть другой момент. Есть Масик, и есть его девочка. И девочка говорит, я хочу кофейню. Да, согласен. Такой проект не обязательно может быть обречен на провал. Есть несколько вариантов, по которым этот проект может продолжать работать. Если привлекаются реально опытные специалисты, которые помогают выстраивать вообще вот эту вот всю структуру, тогда это может работать. Но если вот эта вот девочка, назовите девочка, влазит в работу проекта, типа, если она приходит и говорит, я хочу, чтобы здесь был фисташковый латте, полбеды. Но если она лезет в бухгалтерию, а я знаю такие проекты, когда такие девочки лезут в бухгалтерию, начинает все сыпаться. Поэтому тут, опять же, все сводится к тому, кто будет вести проект. Одно дело владеть проектом, другое дело вести проект. Если ты не вовлечен сам в свой проект как участник и не разбираешься, не нарабатываешь насмотренность, не обучаешься финансовой грамотности, не обучаешься планированию, но этот проект обречен на провал. У меня есть кейс одного моего знакомого давнего, это был, наверное, год 17-й еще. Парень насобирал около 20 инвесторов и открыл тогда кофейню в Беларуси за 100 тысяч. 100 тысяч кофейни в Беларуси, это прям, что-то на нереальном. Именно кофейню, не какой-то ресторан, кофейня, да? это была кофейня, кофейня просто за 100 без тысяч. кухни. Это была просто кофейня на минимализме. Он обанкротил ее за 3 месяца примерно, потом набрал еще инвесторов, открыл еще одну и ее обанкротил. Это у него хобби такое. Хобби обанкротить кофейню. Получается. Но нюанс в том, что он не считал бабки. Просто на элементарном.
Простой пример. Я помню, зашел к нему в гости, и я смотрю, что его бариста юзают перчатки одноразовые, силиконовые, Да. именно хирургические, и покупают он их в аптеке. Ага. Я его спросил, сколько стоит пачка перчаток? Он говорит, ну, там, будем говорить, образ, там, $10. И я заметил, что работники надевают перчатку, взяли что-то одно, сняли и выкинули. Я говорю, ты считал, сколько ты на перчатках потратил? Он говорит, нет. Я говорю, сколько ты расходишь? Он говорит, 3-4 коробки в день. Несложная математика посчитать, Считать, да. сколько в месяц он потратил только на перчатки. А не будем забывать, что, например, цена кружки кофе там, в Беларуси на тот момент стоила, может, $1, там, я не знаю, какой-нибудь, Мгм. что-то в таком духе, 2. Вот. И, соответственно, вот такие вот моменты, их в ресторанке до хрена. Взять только туалетную бумагу. Я только хотел про это сказать. Сколько спускается бумаги в унитаз, а мы же на этом не зарабатываем. Так я Слушайте, это смешно, но Да. покупаешь дешевую, гость скажет, ты что, бля, наглел? Да. Я хочу как бы вытираться, ну, хороший. Покупаешь дорогую, Мир разделяется на две категории. Первые — это те, кто еще больше смотрит этот быстрый мусорный контент, и на тех, у кого есть потребность смотреть классный, глубокий контент. Я верю в то, что подкасты — это один из лучших способов быстро создать связь с аудиторией, раскрыть вас как бренд личности, либо ваш продукт. Я знаю, что многие из вас хотели бы быть на этом месте и записать подкаст на самом большом YouTube-канале о бизнесе в Польше. И отличные новости. Сейчас это возможно. Внизу под видео есть ссылка. Там вы найдете формат работы, наши кейсы, отзывы и стоимость. Буду рад сотрудничать с вами и продолжаем смотреть выпуск. нужен баланс. Нет, на самом деле вы тупо не понимаете. Давайте У обсудим меня- этот баланс между туалетной бумагой. Это Я же, важно. у меня в кофейне, у меня как бы формат туго, у меня нет столов почти, у меня там типа 4 стола, 8 посадочных мест. У меня в день уходит 3 рулона туалетной бумаги. Ну, реально в день. Я не представляю, что у них какие-то в ресторанах там происходит. Там просто, ну, люди реально Там склад, Слушайте, да, у меня тоннами есть пара скидывают историй. туалетную бумагу. Касательно туалетки, крема и мыла. Давай. Обожаю, когда Никита рассказывает, как у него крем из туалета. Бля, ну это больная тема, просто бесит, просто, ну вот реально бесит. Короче, у нас крем и мыло Зелинский. Я уже парень на опыте в ресторанке, я все прикручиваю к стенам, Мгм. чтобы как бы не уносили, потому что оно уносит все. Если оно не прикручено, его уносят. Мгм. Все что угодно могут унести. Из самого прикольного, что у меня уносили, это освежители воздуха, ну и туалетка, это такая классика уже, я уже привык. Поэтому я к Никите хожу с отверткой всегда. Так вот, касательно отвертки. Крем и мыло прикручены на секретки, такие специальные болты, и они откручиваются специальной отверткой. Захожу я как-то в туалет и смотрю, из шурупа этого в креме торчит дюбка такая, секретка. То есть чувак не смог открутить, она застряла, и он не смог ее достать, и убежал. Пипец. Второй момент был, я открываю туалет, стоит женщина и сливает в банку мыла. Стоит вот так вот, нажимает, активно нажимает. Активно нажимает. Она прям ебашит по Ну, колпачку. она прям вот так, ну реально, она прям очень активно это делает. Ну, Я надо ж открываю быстрее дверь, все сделать. на Да, нее да. смотрю, она пугается, все кидает в раковину и быстро уходит. Просто вот Это моментально. кринж, да? Это Да, кринж. и как бы да, мыло Кринж. не дешево, но мне хочется, например, своим гостям давать качественный продукт. Я могу залить туда просто дешманское мыло там за 5 злотых, за 5 литров, Так, чтобы руки как в пустыне чтобы их пересохли просто, потом, ну, да? нет рук, нечего мыть. Все, их разъело и все, типа, нет рук. Да. Вот. Туалетка, но это в целом по умолчанию. То есть мы не кладем больше 3 рулонов в туалет. Положишь больше, начнут уносить. Когда чего-то много, человек думает, ну, не заметит. Да. И вот когда у тебя в день 250-300 человек, и все думают, что не заметят, под вечер уже и нет туалетной бумаги. Да. В день, слушайте, примерно я прикидывал, мы расходуем около пачки бумаги, то есть 20 рулонов примерно уходит На сеть. на сеть. Какают много. Да, Много нормально. какают и писают. Ну, значит, хорошо Ну, кушают. Значит, если хорошо плохо. кушает и имеет Да. право. Активный метаболизм еще. Да. У меня есть гости, которые мне прямо говорили, говорит, мы заходим к тебе, ну, ручкой кремиком намазать. Да. Я говорю, я пропуск сделаю по чекам. Вот, чтоб всё. Как в Макдональдсе. С Да. другой стороны, ты ж видишь, это хороший кейс, они помнят о тебе, как о месте, ну, о ресторане, да, как о месте, где они могут там помазать руки. Бесплатно. И бесплатно, правда. Но все равно это лид-магнит, да. Вот как у Богдана лид-магнит на девушек, он сказал. Да, В с его девушками кафе. это Так и вообще- так и Да, у у меня тебя на лид-магнит на хороший крем, да? Помню, когда я первый раз открыл кафе, у нас была там одна такая дама, она отвечала за ассоциацию вообще там бариста. Она запустила слух, что открыл кофейню, чтобы соблазнять девочек. Ага. Вот, и это Это слишком странно. дорогая конструкция, мне кажется. Это странно, но это реально работает. Почему-то именно кофейня привлекает огромное количество Да. женщин. Ну, посмотри на него. Ну, посмотри. Не, какой я он. за что? Ну, Цирука то на есть чего это набрал. так работает. Но это неплохо. Девушки что, они приходят, смотрят, что им нравится, потом тянут своих мужиков, которые тратят деньги и за нее, и за себя. Это нормально. И это уже идет кэш. Поэтому Окей.
такая конвертация девушек в кофейне, это хорошо, потому что они привлекают. А когда мужчины узнают, что есть красивые девушки в этом месте, они тоже стягиваются. Это что же Есть же магнит? отдельная целая услуга, когда девочкам платят, чтобы они сидели в кафе. Да. Есть целые приложения как для моделей, когда ты приходишь в ресторан бесплатно как модель, там показываешь QR-код, что ты зарегистрирован, ты бесплатно ешь, просто ты находишься в этом заведении. И, Мгм. соответственно, мужики знают, что там тусуются модели и стягиваются в эти места. Ну, тоже это такое все. Ну и в клубах, я еще помню даже в Киеве, когда жил, Мгм. в клубах это было постоянно, то есть девушкам платили, чтобы они там тусовались. Для девушек всегда был вход бесплатный, Ну, да. ну а мужчин там чаржили там типа $30 за вход. Ну, 30 это еще по-божески. Сейчас в последнее время недавно была какая-то вечеринка, здесь в Варшаве причем. Да. Девушкам вход бесплатный, парням $300. Бам, сюда. Я посмотрел на это такой, думаю... Это какой-то публичный эскорт получается. Да, что такое. Кстати, Окей, что об еще ошибках по еще. Да, что вот еще по как раз ошибкам? по ошибкам. Есть такой нюансик, что люди думают, что пойдет. Просто слепая уверенность, Мгм. что у всех пошло, вот как ошибка выжившего, и у меня пойдет, почему не пойдет. Да. И тут есть такой момент, что когда, например, открыли кафе, то есть открыть кафе — это полбеды. Ремонт, там, подрядчик — это все как бы, да, сложная история. Но можно, это еще как-то можно. Да, это можно еще сделать. Кое-как открыть, там, впихнуть кофемашину арендную какую-нибудь, кинуть там пару грилей, там, не знаю, плиту, Мгм. там увидел где-нибудь в Пинтересте красивое блюдо, попытался это повторить. Это все можно сделать. Но вопрос, что дальше? И тут начинается жопа. Потому что ты сталкиваешься с такими вещами, как фот, когда ты не просчитал. Ты, например, не знаешь, сколько у тебя будет работников. Не подумал об этом. Мгм. А тебе надо, например, там 4 официанта, там 2 в зал посменно, тебе надо там 4-5 бариста для того, чтобы они там работали посменно, или как-то там 2 в день, или накладывали часы, ну и повара. Мгм. Если говорить про Европу, фот здесь страшный. Просто жесть. Мгм. И, соответственно, налог на этот фот тоже колоссальный, и люди об этом забывают. Например, как и сравнивать с Беларусью, у меня был вообще дикий диссонанс, потому что я думал, в Украине вообще тоже как бы фот Можно минималка вопрос? намного дешевле. Я как новичок в этой теме. Фот на русском, это что Фонд такое? оплаты труда. Всё. Понятно. Простите. Зарплата. Просто, Зарплата. Зарплатный фонд. Просто не Фот, типа, фото какое-то. Да. Простите. я нормально, простенько общаемся. Зарплатный фонд, все. Да, фонд оплаты труда. Я понял, ты будешь переводить просто. Да, на- для людей, которые типа не в теме, там не занимались никогда там каким-то Но бизнесом. знаете, в чем удивительная история? То, что подкаст посмотрит много человек, ну, миллионы, вы понимаете, да? Да, И- конечно. Я думал, миллиарды. Да. И будут смотреть как те, у кого уже есть опыт, так и те, кто еще только начинает. Поэтому у нас как раз баланс такой будет. Уравновешенный вообще происходит. офигенный. Фот. Фот. Уравновешенный. Фот. Вот. Следующий момент. Владелец, там, овнер какой-то, нанимают, допустим, управляющего, или решает сам, но это уже не суть важно, и оставляет на текучке, начинает грязнуть в текучке, забывая о маркетинге, о развитии, о налаживании каких-то процессов. Каким должен быть человек, который занимается вообще ресторанным бизнесом, Да. общепитом, хорика? Мое мнение, но вот сейчас еще послушаем Богдана, что он скажет на эту тему. Я уверен, что этим должны заниматься нарциссы. Мгм. Но это неплохо. Нарциссы — это не нарциссическое расстройство, это все-таки такие люди уверенные, любящие там себя и свое дело, потому что твой проект все равно продолжение тебя так или иначе. Если ты не уверен в себе, чувствуешь себя как-то некомфортно, как ты откроешь классный проект, привлекающий людей? Всегда привлекают сильные люди, привлекают интересные люди. И самое главное, что в нашем деле люди идут к людям. Например, какой бы ни был офигенный дизайн, крутой проект, если там работают чмошники, к чмошникам никто не пойдет. Мгм. Если там работают такие ребята, как там Богдан и я, но по-любому туда будут тянуться люди, потому что интересно. Да. То есть даже вот наша заслуга, что мы познакомились, ты пригласил нас, потому что светимся, играем, рвем, движемся Да, вперед. Так и есть, да. И мое мнение, это, во-первых, нарциссы. Во-вторых, это должны быть люди с легкой ОКР-кой или что-то вот в таком духе. Мгм. Что такое ОКР? Ссылку, пожалуйста. Ссылку. Бля, ОКР. извините, да, Прямо- ОКР. прямо, да-да-да. Обсессивно-компульсивное расстройство. Ага. То есть рестораторы... Лучше не стало, если Это- честно. Первое слово, что было, аксессивно. Всё. ОКР. УКР. Окр. ОКР. Понятно. Как есть, огр. Есть песель укр, понял? А, все. Теперь все стало ясно. Рестораторы — это люди, у которых просто над головой летает улей, жу-жу-жу-жу, постоянно, нон-стопом, и днем, и вечером. Потому что куча моментов. Вот ты пришел в все заведения, смотришь, а там твой не помыл там питчер или кружку, Да. или вот у тебя вот стоит, должно стоять вот так, а стоит вот так. Ты говоришь, бесишь. И ты начинаешь за всем следить. Как выглядит входная группа, чистая, Я, нечистая. на самом деле, я тут не согласен с тобой. Сейчас мы Это это ты просто- А, это ты просто да. такой Да, да. слишком загнанный. Дикий, да. Но Да, все да, равно, да, смотри, расскажи. ты заморачиваешься о внешнем виде. И если твои барист, например, пропустит что-то, что оно портит внешний вид, ты же валишь за это, Ну правильно? смотри,
про то, что ты кружечки подвигаешь. Не, ну я, Это не шутка я была. утрировал Ты не немножечко. утрировал, брат. Я знаю, как ты к Я этому чуть относишься. отпустил эту ситуацию. Чисто ходил, типа камни сдвигал на 2 сантиметра на столе, который лежал. Не, ну и при этом и там успешный кейс. Это интересно. Каким еще нужно быть человеком, Богдан? Дополни. Дополнить. Слушай, ну... Чтобы вести Это- такой бизнес. Нет, на самом деле, чтобы вести успешный проект, у нас просто разные форматы абсолютно. Это Да. нельзя сравнивать. Я выбрал этот формат, который сейчас у меня, маленькая такая заведюха, чтобы протестировать в целом все гипотезы, которые были у меня в голове, и Мгм. посмотреть, как это работает, как работает гастро, и вообще возможно ли на этом зарабатывать так, как об этом говорят. Мгм. Мы еще И- заработки обсудим. Да, но я в Реально. целом говорю, то есть у меня маленький проект, которым легко управлять. У меня нет там супер таких в голове позиций, которые нужно там, чтобы все было идеально, четко, чисто. Мгм. Мне главное, чтобы в целом была картина, которая людям нравится, чтобы люди приходили как к себе домой. То есть, ну, идеально вылизанные там типа столы, полы, типа это, конечно, наверное, классно, и так, наверное, должно быть, но я, допустим, за это не дрючу своих сотрудников, которые у меня работают, потому что я их дрючу больше на качестве продукта, который они отдают людям. Понятно, что зона, там, где они все готовят и все и все делают для людей, она должна быть в идеальном Мгм. порядке. Ну, ты имеешь в виду, там не Ну, должно допустим, быть если кофе стол- валяться грязно. Да. Окей. То есть, если там как-то столы не так стоят, да и хер с ними. Ну, потому что люди постоянно садятся за стол, они постоянно как-то двигают, они постоянно что-то как бы Мгм. переставляют. У меня постоянно на столах стоят типа красивенькие такие цветочки. Вот они стоят, ну, столы небольшие, но в центре стоит красивый цветочек. Каждый раз вот кто садится, этот цветочек то на пол убирает, то на полку. Ну, то есть они людям по факту не нужны. И меня из того, что ты говоришь, бесит реально то, что люди убирают эти цветочки. Потому что я каждый раз ставлю их на места. Ну вот видишь, ты ставишь, а работник Да. не замечает. Но тут Вот, Богдан да. очень правильно подметил, извини, я быстренько свои Да, 5 конечно, копеек конечно. ставлю. Формат, размер. То есть Мгм. пока Богдан внутри проекта, он может это как бы контролировать и чуть отпустить. Но если мы заговорим про масштаб, без четкого чек-листа, как должно быть, 100%. с фотографией, Регламент. регламента, 100%. да, Да, масштаб я не представляю. полностью согласен, Да. поэтому... То есть есть формат семейного кафе, ну, образно говоря, то есть какой-то одиночки, такой для себя, для души, а есть формат там сети, Мгм. то это уже другой момент. Согласен. Вот Каким это- еще нужно быть человеком? Меня интересуют soft skills, hard skills, да? Окей, да. Какие-то вот качества, возможно, какие-то неочевидные черты характера. Ты интересно сказал за нарцисса, да? Вот как такой тезис. Интересно, ребят, ваше мнение, напишите в комментариях, согласны вы с этим или нет, да? Что еще? Каким еще нужно быть человеком? Окей. Судя по себе, ты должен реально обладать огромными софт-скиллами в общении с людьми. Ты Мгм. должен максимально быть коммуникабельным и находить подход к людям. Как и со стороны внутренней, когда ты работаешь с сотрудниками и с работниками. Потому что здесь я столкнулся с тем, что в этой сфере люди очень ранимые. О, И да. на них прям типа... Это не- отдельное просто Нельзя мяч. просто лишнего слова сказать, ты можешь обидеть человека, и он типа будет у тебя ходить типа с лицом, типа таким, типа, будто бы его, ну не знаю, унизили так сильно, а ты просто ему сказал, что он не так сварил типа кофе. Именно Ага. так. А мы не забываем, что человек потом общается с гостями. Нам Да, нельзя да. портить его настроение Да, вот прям в человек моменте. общается с Это гостями, тоже отдельный момент. и нужно найти этот подход к каждому твоему сотруднику. Ну реально они здесь типа ранимые. Не Да. знаю почему, в жизни, наверное, не видели нормальной. Плотной такой, которая может научить. Там, где реально, Там, где реально- могут ранить. ты об Да, этом. да. Ну, кстати, это хороший тезис, потому что обычно в эту сферу приходят все-таки молодые люди. По крайней мере, у меня такое есть убеждение, что там официант, я не знаю, повар, да, это все-таки сегмент там молодых людей. Мгм. Я редко вижу, только в старой Европе, в Италии, в Испании, во Франции, да, я вижу реального официанта, который ко мне подходит, и ему там может быть 45-50 лет. Здесь же все-таки в этой части Европы и в наших странах, тем более, это более молодые люди. Вы согласны или нет? Да. Или... Я согласен. И вот эта ранимость, Но да, если почему взять они её? ранимы, у меня тоже пока все еще загадка. У меня есть теории, но потому что я же тоже проходил, то есть я работал в общепите почти всю свою жизнь. У меня там были другие какие-то проекты, где я Ты работал. тоже был ранимым вначале? В том-то и дело, нет. Мне вообще было Окей. похер. Ну, в плане, там мне что-то скажут, ну, как бы, ну, ты козел, как бы, и все на этом. Я пошел дальше с улыбками. Я так как бы понимаю, что это работа, это люди. Человек может быть плохое настроение, его там, не знаю, дома жена напилила, или мужик у нее алкоголик. И она что-то мне сказала, даже, может, не подумав, просто с эмоцией. Мгм. Когда я еще жил в Беларуси и учил свою команду, они вот тоже постоянно там могли расплакаться. Пришел гость, просто у нас был вот реальный кейс. Заходит девушка, открывает дверь, говорит, вы
и закрывает дверь. В смысле гость, да? Гость, да. Это я обычно так делаю. Это у меня такое хобби по воскресеньям. Я хожу по кофейням. Я хожу во все Старбаксы, открываю, типа, и кричу «Курва». Это реальная ситуация. Окей, И ребята начали очень переживать, блин, ну она нас оскорбляет. Как-то сбила она вообще. То есть она стабильно это делала? Да, раз в недельку она забегала. Я на нее никак не мог нарваться. Вообще, ну вот как-то вот наши графики как-то не состыковывались. Вы пидорас, сама... И вот один раз я на нее нарвался. Она открывает дверь. Ребята такая, она! Она говорит, вы пидорасы. Я говорю, а ну-ка иди сюда. Мы на улице начали разбираться. Я говорю, что такое? Она говорит, они мне отказали сделать вот это, теперь я принципиально хожу к ним и говорю, что они пидорасы. Да ладно. Каждую неделю. Да. Я говорю, вам скучно живется? Ну вот Какие прям белорусы стабильные? по графику. И мы с ней поговорили. Я понял, что она немножко такая, и тут тоже, Богдан правильно понял, надо находить подход. Да, ты нашел с ней общее. Да, я ей просто объяснил, смотрите, мы делаем так, так и так, мы можем сделать так, так и так. Она такая, подходит. Важно с такими людьми, вообще с немножко критичными, дать им того, что они хотят, чуть-чуть. Они хотят внимания, они ранимые, они бедные, да. Такие внутри, их надо пожалеть. И когда ты таким людям просто чуть-чуть бросаешь, образно говоря, кость какую-то, они такие, да, я классный, и все. Она стала постоянницей и давала чаюху потом, вот так вот девочкам, нон-стопом. То есть чуть-чуть вот другой подход. То же самое с гостями по ранимости. У нас был гость, мы его назвали Константин Эспрессо, потому что, его звали Константин. Константин занимался лесом. Да, и он пил эспрессо. Но у него была такая, так как он занимался лесом, я думаю, Богдан поймет, это такой мужик, который приходил в кофейню и говорит, эспрессо мне, и шел. Вот, и девочки ранимые, они такие, нам как-то неприятно, и все в таком духе. А в то время я еще был женат, уже нет, но тогда еще был. Жена у меня нашла классный подход к нему. Он говорит, эспрессо мне, она такая, бабки сначала. Он ее так зауважал после этой фразы. Все, он приходил. Свой, да? Все, он приходил, Юленька, пожалуйста, мне кружечку эспрессо, я вот там сяду. Он говорит, хорошо, Константин. Все, реально, просто, когда ты даешь понять такому человеку сильному, что как бы ты тоже сильный, да. Все, он начинает уважать. И с работниками тут тоже реально что-то не так скажешь, чуть-чуть перегрел латте, я дерьмо, пойду поплачу. Вот. Сложно. Надо находить подход. Богдан, а как ты со своими криптовалютчиками, темщиками подход находишь? Биткоин на стол. То есть ты в целом понял мою, да, основную аудиторию людей, которые ходят ко мне в кофейню? Да. Да нет, на самом деле у нас общение происходит максимально по-свойски. Я сейчас про клиентов, понял? Да, я про клиентов говорю. То есть у меня уже все ребята, которые сюда приходят, так сложилось, что все, и кто у меня сейчас работают, девчонки, мальчишки. Также их родители. Да. Вот все, кто у меня работают, я в целом общался с ними и рассказал, что нужно сделать так, чтобы когда к нам приходят гости, они чувствовали себя как дома, в тепле, и как будто бы они приходят к своему другу. Это самое главное, мне кажется, вот в формате таком, как у меня, то есть to go. Это, мне кажется, самое главное. Сделать такую атмосферу, чтобы к тебе приходили как к своему кенту, домой, пообщаться, поболтать, перекинуться таким типа small talk и вперед. Да. И поэтому, когда у нас нет проблем с гостями... У вас не было каких-то патовых ситуаций, агрессивных или какие-то... По отношению к клиентам и работникам нет. То есть у нас все четко, у нас реально идет такой максимально позитивный, добрый вайб. У нас все максимально классно. Но вот недавно была ситуация, у нас работает София, и Софии очень не нравится, как общается с ней один клиент. Ага. Он типа слишком груб с ней, кидает в ее сторону какие-то тупые шутки, а я ей говорю, типа, смотри, я реально услышал краем уха, как это происходит, я говорю, слушай, я тебе ничего не сделаю, если ты ему ответишь точно так же. То есть человек не понимает, она его при мне просила, типа, быть посдержанней, человек не понимает, дальше смеется, шутит, я говорю, смотри, отвечай ему просто так же и дай ему понять, что ты тоже можешь ему что-то сказать. Он говорит, это же его оскорбить. Я говорю, слушай, если не понимает нормально, ты можешь дать ему понять нормально. Все, она ему только ответила, и как Никита говорит, сразу все сошло на нет. Он понял, он перестал это делать, потому что она тоже, как бы, девчонка у меня такая, ого-го, София, респект. И она прям его поставила на место, и он дальше ходит довольный, пьет кофеечек, но уже опять же по-другому. К подходу. То есть работа с людьми подразумевает правильный подход к каждому человеку. Здесь то же самое, сработал подход индивидуальный.
Как вы считаете, нужно ли человеку, который таким бизнесом хочет заниматься, уметь считать цифры и быть таким немножко душным в этом плане? 100%. Потому что вы про это говорили, да, но сейчас мы начали говорить именно за качество, и мы это упустили. Мне кажется, что нужно акцентировать людям внимание, что ресторанный бизнес, в нем много романтики, да, если так можно сказать. Он романтичный такой бизнес. Давайте как бы подведем, закроем этот раздел. Давайте так прям по пунктам пройдемся, какими качествами нужно владеть, потому что следующий вопрос — это про процесс открытия. Степ-бай-степ пройдемся. Вот как бы вы сейчас там запускали новое кафе, кофейню, либо какую-то концепцию в Польше? Я загибаю пальцы. Давай. Задротство в плане цифр. Раз. Продано. Коммуникация, ну, то есть быть уверенным в себе и уметь коммуницировать с людьми. Это Коммуникация, да, 2 100%. тоже, да, согласен. Вовлеченность в проект. Вовлеченность в проект. А как, в чем это проявляется? Какие триггеры? Чтобы Не люди себя думать, что узнали? ты, имея бабки, можешь открыть и забыть, и он будет работать. Да. Тебе надо Ага. вникнуть в него. То есть пожить хоть чуть-чуть, наладить процессы. Вот в этом проекте. Все. Если у тебя нет человека, который этим занимается уже на опыте, то ты должен сам в первом Да. проекте прям полностью влиться в каждый купленный типа выключатель и должен понимать, из чего он состоит, где купленный и сколько стоит. В идеале, даже не только в первый, в любой последующий твой проект, хотя бы неделька-две ты должен прям, ну, там пожить чуть-чуть, чтобы вот реально понять, что, где, как. Потом, да, речь вот жить в проекте, это не про масштаб, но на то, чтобы все наладить, процесс, это оно. То есть, там, я, например, понимаю, и Богдан прекрасно понимает, какую нагрузку могут выдержать бариста его, или там мои, а сколько людей, потому что он сам стоял за стойкой, и я стоял, я знаю, что это. И когда они могут сказать, нам тяжело, говорю, если я могу, ну почему ты не можешь? Значит, Ну да. тебе не хватает какого-то скилла, давай поработай над твоими навыками, Да, над скоростью. Наверное, насмотренность. вот Больше так вот о назвать. насмотренности Окей. идет речь, Четвертый о пункт — четком насмотренность. понимании, что ты будешь Да. делать. То есть этот человек должен полностью понимать, осознавать весь путь, который ему предстоит пройти, без вот этого романтизма, потому что романтизм погубит. Слушай, наверное, я думаю, здесь надо реально любить людей. Ну, насколько это возможно. Кстати, вообще-то да, это потому что хороший комментарий. через 100%. тебя Да, проходит 100%. столько людей, и если Да. ты, ну, не любишь или ты вот асоциален, ну, как ты можешь делать кого-то счастливым, если ты не любишь кого-то делать счастливым? Да, А так как люди ходят к людям, вот даже, как Богдан правильно сказал, его гости приходят на вайб дружеский. Не в кафе к нему, а они приходят к нему, к его людям. Если он откроется еще где-то, люди пойдут в то место. Дело не вместе. Он может продать свое кафе, и если там будет вот, ну, не буду стучать по столу, чтобы микрофон не сбивать, но если там реально дурной чувак, все, он потеряет всю клиентуру, и вся его клиентура уйдет к Богдану, хоть он в другом конец города будет, все равно идут к нему. да. Поэтому тоже это такой момент конкретно быть чувственным к потребностям людей. То есть давать им то, что они хотят. А тоже правильно сказал Богдан, люди хотят немножко забыть о суете, забыть о своих проблемах там снаружи. Они заходят к нему, и тут такой дружеский вайб. Все, они забыли там что долги, какие-то еще что-то, проблемы на работе. Матчу, пожалуйста. И все, и вот там девочки, мальчики, не знаю, у тебя там появились, кроме тебя или нет. Видимо, нет. Все, но они все равно мешают матчу. Все, ты расслабляешься, этот ритуал пошел. Ритуал выпить кофе, ритуал выпить матчу. Это такой момент, который вот, если ты не любишь людей, как ты это дашь? Если ты не готов отдавать, и ты как собственник бизнеса тоже, да, не находишься в такой отдающей позиции в мире, к миру, да, то не получится. Вот такое интересное. Слушай, это как с отношениями. Если ты не любишь себя, как ты можешь кого-то полюбить? Ну, реально Да. искренне. Это вот такой момент взаимный должен Да. быть. Знаешь, все-таки в целом, наверное, это идет к пункту, наверное, коммуникабельность и все. Да. Можно любить Всё. людей, но не разговаривать с ними. Алгоритм. Люблю, но ко мне не подходите. Но так это не работает. Алгоритм. Давайте пройдемся по алгоритму открытия. Сейчас будет интересно послушать, как это было у тебя. Да? Так, по большими мазками, но степ-бай-степ, пожалуйста. Окей. Вот. И потом у тебя. Начинай. Научи меня. Окей, смотрите, пример для всех, кто вообще далек от истории гастро, кто занимается сейчас какими-то другими делами и хочет в это войти. Что я делал? Первое, это я просто прошерстил про эту сферу весь YouTube на русском, на украинском, на английском, чтобы вы понимали, на тайском языке, потому что в Таиланде очень много типа трендовых движений, которые они делают. С субтитрами смотрел. Реально изучил все, что можно в YouTube. Подписался на огромное количество каналов, которые рассказывают про кофе, про ресторанный бизнес. Постоянно их следил за ними.
То есть твоя точка А была это 0 понимания про эту сферу. Ну, условно, как у меня. Абсолютно да, вот 0. Просто абсолютно 0. Возьми любого человека с улицы, это был я, который типа, не относится к классно, рестам. классно. Вообще Очень классный никак. кейс, я считаю. Потому что я был всю жизнь металлургом, который типа знает только одно, и вот в этой теме учился, работал, жил и развивался. То есть первое, это я изучил просто весь интернет. Второе, это книги, которые я прочитал там типа тоже про кофе, про гастробизнес. Много всего изучил для того, чтобы понять, как это работает. Третье, это я купил много курсов обучающих в плане, я нашел людей также через YouTube, через Instagram. Я нашел ребят, у которых уже есть кофейни, сети, рестораны. Вот так мы с Никитой, кстати, познакомились, потому что я просто написал ему в директ, говорю, типа, надо встретиться, надо познакомиться. Он, короче, меня сначала отморозил, но потом я нашел к нему подход. Ну и причем важный момент, да, чтобы мы акцентировали для людей, кто-то из собственников будет готов помочь бесплатно, а кто-то скажет, слушай, ну я трачу свое время, да, у меня там, я не знаю, 15 ресторанов, я как бы и не против помочь, но мое время стоит денег, и ты просто брал и платил. Да, правильно я даже, ну, во-первых, я платил за все деньгами, либо чем-то, как, ну, пытался, я не брал никого ничего бесплатно, просто так. То есть я знал, что знания нужно платить, и за уроки, которые, то есть я там ездил на 3-дневный курс, там, типа, на недельные курсы ездил, я за все эти курсы платил. Нет, тут важный момент про вот когда ты именно встречался с кем-то там, с Никитой, в Краков ездил, да? Не, я всегда платил. Это я называю курсами. Допустим, вот я нашел Тараса, у него сеть кафе в Кракове. Да, у нас, ребят, будет сейчас подсказочка, у нас 2 подкаста с ним тоже есть. Посмотрите тоже интервью с ним. Вот, очень крутой чувак. Я ему написал в Инстаграме, говорю, так и так, вот, жизнь поменялась, нужно что-то делать. А я на тот момент уже просто просмотрел про его кофейню, все, про его выпуски посмотрел. Мне понравилось, как он вообще подходит к делу и как он вообще это все строит. Я ему написал в Инстаграм, говорю, так и так, хочу научиться, научи. Он, типа, говорит, да без проблем, приезжай, такой-то, такой-то прайс, типа, давай сделаем. Он говорит, я никогда такого не делал, ну, никогда никого не учил, но, говорит, тебя готов научить. Okay. И я приехал, он мне сделал там 3-дневный интенсив, все рассказал, все научил, мы с ним сели, все записали в тетрадочку, я ему заплатил за это деньги и уехал. Приехал сюда, в Варшаву, опять же, то есть у нас этот был пункт, это курсы обучения. Потом... То есть шаг номер 1, я подрезюмирую, ты очень сильно напитался информацией и создал вот эту насмотренность. Все верно, да. Как это работает. Да. Причем внутрянку, что важно. Не просто ходил по кофейням, смотрел, как они там ходят, а реально прогрузился в суть. Ну, реально брал и готовил кофе. Это второй пункт. Все. Второй пункт. Я приехал в Варшаву. Я также пытался где-то устроиться на работу. А я в Варшаве, чтобы вы понимали, на этот момент типа месяц. То есть все, что я изучал, это было, там я был в путешествии, скажем так, в долгом, из точки А в точку Варшава. Вот, и делать все онлайн. То есть я приехал в Варшаву, я здесь месяц, и мне нужно куда-то устроиться на работу, чтобы понять, как это работает изнутри. Какие-то кофейни. Я пытался везде устроиться, везде нужен был польский язык. Вот. Меня нигде не брали. Тоже типа, пан Никспердаля. Мыши мыть по-польски. Есть такой чувак из Беларуси крутой, Саша Авдевич. У него сейчас кофейня Inclusive Barista. И он меня взял к себе, просто говорит, можешь работать бесплатно, типа, вари кофейки, учись. И он меня научил, типа, уже здесь полностью я там отрабатывал у него скиллы. Практику, да? Практику, да. Потом, типа, вот с этими скиллами я уже создал себе резюме такое, типа, полуфейковое, типа, я вот уже поработал в куче кофеин, у меня там... На самом деле, да, сделал резюме, в нем... работал в кофейнях. Знаете, как эти мемы, когда наврал в резюме, котенок рядом с собаками. Да, именно так было. Тут работает правило fake it until make it. Да, все верно. Напиздел резюме, разослал свои резюме в кучу кофеин и занес его еще там в одну кофейню вручную. И вот после того, как меня там Саша научил всему, я напрактиковался, я пришел в кофейню, говорю, так и так, вот резюме, могу показать, что умею. Мне говорит, ну давай. Я все сделал, меня взяли на работу. И я 3 месяца работал в разных кофейнях. Кофейня, скажем так, низкого класса, среднего класса и люкс-класса. И я в этих 3 кофейнях работал на позиции бариста. Просто варил кофейки по сменам, там, с 7 утра до 7 вечера, как и все. То есть работал свои там 150-200 часов в месяц и нормально отпахал, да. И научился, работал себе руку, ну, то есть практика. Этот пункт мы назовем практика. Практика, да. Плюс ко всему этому я изучил внутрянку, заказы, поставщики, бухгалтерия, факапы, на что нужно обращать внимание, как следить за тем, чтобы не... Как следить за тем, чтобы типа была у тебя полностью отчетность и видимость картинки, как это работает. То есть... Да, все верно. Видел схему, как работать. Да, вот полностью. Я просто называй вещи своими именами. Да. Будь мужчиной. Да, все верно. Художественный фильм с
Да, я устроился в кофейню и все, что можно было для того, чтобы открыть свою кофейню и сделать ее пизду. В камеру смотрит, обратите внимание. Я скажу так делают все. Да. Я вот только хотел сказать, да, что мы как бы тут с тобой такие умные смеемся, но на самом деле, ребят, так делают все. Это- Художники. Да, есть такая книжка «Кради как художник», и там вот про это. Ну вот, И что же сделал художник дальше? после того, как Я думаю, художник дальше взял... меня уволили. Первое — создать насмотренность. Второе — создать практическую Практическую часть. часть В зафиксировать. какой да. момент ты достаешь котлету денег и начинаешь ее тратить? Как это происходит? Это, наверное, 4-й пункт будет. Да, Третий слушай. пункт — это поиск помещения, которым я занимался тоже в течение там полугода. Ого, это очень долго. Очень Ну, долго. как-то это больно звучит. Да. Не, это для Польши это Для Польши, абсолютно смотри, норм. я сейчас второе помещение как бы собираюсь открывать. Я искал помещение тоже 7 месяцев. Мгм. Вот, и как бы такие вот варианты очень плохие. Мгм. Вот, я, получается, искал помещение полгода, да. Просто, во-первых, риэлторские агентства, с которыми тут работаешь, это что-то такое, типа, из области того, что я не знаю, как они вообще существуют. Мгм. Есть- Дай характеристику, в чем проблема? Смотри, у меня, например, 6 риэлторских агентств, с которыми я работаю. Которых ты как бы дал им бриф, Да, ТЗ, да, и сказал да. вперед. Из них, типа, 2 украинских, 2 польских, 2 белорусских. По идее, типа, все должно быть нормально. То есть какие-то там наши, скорее всего, это должны вопрос закрыть. Да. Наши не закрывают, закрывают поляки. Но нет. У меня, вот я тебе могу показать сейчас в чатах, ТЗ висит уже 4 месяца. Первые, типа, 3 дня тебе скидывают вариант. Потом на тебя просто забивают хер, кладут болт. То, что думают, что ты какой-то странный, душный и вообще... Нет, просто, типа, ничего не думают, ничего не пишут, никто ничего не говорит. Окей. Они мне скидывают 3 варианта, я говорю, это не то. Все, они закрывают работу. То есть, Очень часто они вообще забивают на твою ТЗ. Да. То есть ты им реально пишешь, например, мне надо от 60 до 90 квадратов, такие, есть 300. Да. Я говорю, Или нет. есть 20. Да, или есть Да, 20. Такой, да. нет, вот ТЗ, надо вот это. Да. 400 может? Нет. Не, ну, за спрос не бедный. Вот, и, короче, типа, они просто кладут болт, и в итоге ты ищешь все сам. И я вот Окей. это помещение, которое у меня сейчас есть, первое, я его нашел сам. И это тоже очень интересная история, потому что я нашел это помещение, захотел его снять, я дал ссылку на это помещение всем своим агентствам, говорю, договоритесь мне, чтобы я его снял. Все как один мне ответили, что это невозможно. Типа, Почему? они не сдают под кофейню, не сдают под ресторацию. Там, типа, Кофенеро, у них, типа, монополистический контракт, который запрещает им это делать. И все, ну никак. Мгм. В итоге что? Я открыл. Почему? Потому что я сам позвонил, блядь, собственникам, я сам сидел к ним на встречу, я сам с ними договорился. И это все было, блядь, в Праге. Типа, я просто их заебал, но я это сделал. Но потому что мне нужно было это. Мне оно очень понравилось. В характеристике добавляем целеустремленный. Да, да. Точно, да. Настойчивый, целеустремленный Богдан. Вот. Но опять же, типа, это же риэлторы. Они должны этим заниматься. Да. Они должны Окей, быть такими, как это я. интересный инсайт, зафиксируем, что если люди сейчас рассчитывают, что они сейчас там приедут в Польшу, ну, они смотрят это видео, допустим, Да. находясь там в Беларуси, в Украине, да, и залетят сюда и скажут, и подумают, сейчас мне за 2 месяца найдут помещение, то, Да. возможно, с 80% конверсией вам придется приложить усилия большие и искать самим. Всё верно. Правильно? 100%. 100%. Это я Да. даю Ну, гарантию. нам надо снять У меня очки розовые. Есть Да. кейс из, наверное, уже 15 рестораторов. 100% ты за 2 месяца не находишь ничего. Все, Не, классно. Это классный инсайт. То есть, как бы забудьте за 2 месяца. да, Минимум если- полгода. Ну, И то, учитывая то, если вы сами будете принимать в этом Слушай, я участие тоже, по-моему, активное. да, где-то полгода. Да, я же и говорю, сам то есть- нашел по итогу. Да. То такая, ну и потом я расскажу. Офигенно. Если вы да. хотите снять помещение, вам потребуется минимум полгода и личное участие, причем очень активное. Окей, что дальше? Вот, я в итоге, когда договорился обо всем, процесс подписания договора тоже занял у меня полгода, со 2 июля по 14 декабря. Офигеть. Это все был момент просто переговоров, потому что здесь, запомните, люди любят отдыхать. И когда они уходят в отпуск, поляки, если вы подписываетесь с поляками, то они вас в рот. Им вообще насрать, что вы тут им отправляете. Дельфинчик. Да, почему? Потому что Столько дельфинов будет. 2 июля я договорился, мы все сделали, все, мне подходит помещение, Да. окей. 3 июля мне прислали договор, я его изучил, 3 июля вечером я им отправил справками. Все, как бы, казалось бы, уже все классно, но что? Женщина уходит на 2 недели в отпуск. Не отвечает ничего, нет никаких замов, просто ждем. Возвращается из отпуска, присылает мне ответ, что там типа так и так. Окей, я на него отвечаю через 15 минут. Она не отвечает. Неделю мне не отвечает ни на звонки, ни на письма, ни на чего. На следующей неделе я звоню, и опять в отпуске. Короче,
Реально, со 2 июля по 14 декабря у нас был процесс переговоров по помещению со всеми там, ну, потому что я знал, что мне нужно, и знал, как себя обезопасить. И без этих, типа, гарантий безопасности я бы не вписывался в это. И мне нужно было это дожать. И чтобы это дожать, нужно было долго общаться. 14 декабря мне отдали ключи. Ну и ты реально какие-то в контракте пункты поменял? Да, Удалось я поменять? много чего поменял, много что разрешил. У меня единственное, у кого есть разрешение от бизнес-центра ставить летнюю площадку, чтобы она стояла там, где она стоит. У меня, на самом деле, за счет того, что я познакомился с собственником напрямую, у меня много бенефитов, наверное, мне так кажется. Ну, либо меня судьба любит. Ну да. Потому что есть моя дверь. Ты видел мое заведение, да? Полностью все расклеено, разукрашено, все весело. Ну, красиво. джибар там рядом, да, стоит? Да, справа от меня джибар. Тут мое помещение. У меня все там в наклейках, во всей херне, украшено, все, Да. стулья стоят, типа, летняя площадка огромная, пестрящая, типа, ну, все на максималке. У джибара они вешают одну наклейку на себе на дверь, типа, мы открыты. Им бам, штраф, удалили, убрали, выкинули, сейчас мы вас закроем. Они ставят на улице стулья свои, типа, чтобы клиенты сидели летом. Бам, штраф, уходите, убирайте, мы вас закроем. Я беру, ставлю свои стулья, меня не трогают, их не трогают. Типа, ну, это смешно как-то, Да, но да. почему-то так работает. Ты мастер переговоров, получается. Это в прошлом была моя работа, я был переговорщиком. Мы подписали договор, все окей, мне отдали ключи. И после того, как отдали ключи, начали ремонт. Но опять же, там опять был моментик такой, типа, который на 2 недели еще отсрочил, это там нужно было переделать. Ну, это документальная такая часть, которую как бы тоже нужно было проговаривать. Мне отдали ключи, я начал делать ремонт. 2 месяца ремонта, и все. Наши делали, да? кто-то? Да, Не наши поляки? делали. Наши делали, нужно понимать, что если вы вписываетесь в инвестицию, как у меня, это в бизнес-центре, то это будет огромная волокита с документами, огромная бюрократия. У меня договор на 114 страниц на помещение в 42 квадрата. 114 страниц просто. Вот так вот. Ребята, которые, я знаю, что снимают в частных домах, там по 10 страниц и все. Мгм. Вот, поэтому... Да, ремонт и Ремонт. дальше открытие, найм персонала. Ну, типа поехали. того. Открытие включает, ну, ремонт, открытие, да, но открытие в себя включает, типа, санэпиды, лицензии, всякие разрешения, кучу всякого вот этого головняка, Да. подписание там, типа, пожарных и всех безопасностей, ну, вот, все в этом. И потом, да, когда ты все это прошел, все это сделал, это тоже занимает, типа, месяца полтора, ты открываешься и начинаешь работать. То у меня чуть противоположная история, другая сторона. Да. У меня сторона мечтателя, работающего в гастрономии, открыть свое заведение. Вот. Мгм. Поэтому я был в целом изначально с опытом. То есть я работал в гастрономии, там, наверное, с 16 лет. В 17 я решил, что хватит пить, пойду работать в банк. Отработал в банке 1,5 года, думал, там деньги. Ну, банк, деньги, банк, как-то ассоциация Звучит сработала. логично, Да. да. Нет, сам себя на***ал. Понял, что нет в банке денег. И ушел с банка обратно в гастро. Поработал в гастро опять, потом пошел работать, вот как Богдан, только не с металлом, я работал с майонезом, я был майонезным бароном среди своих. То есть, ну, у меня балкон был забит майонезом до потолка просто, вообще. Майонез, чай, вот эта вот вся лабуда. Потом все-таки вот уже открыл там свою первую кофейню. Но вот перейдем к В Польше. Беларуси. Да. Мгм. И с тех пор я в целом вот уже работаю в гастро. То есть у Мгм. меня опыт был. Сколько лет это уже? Именно свой проект у меня с 16 года, вот прям полностью свой. Окей. И вот 8 лет. 9 уже скоро, Да, 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 уже да. 8 идет. То есть с того момента я уже занимаюсь полностью там как бы своими проектами, иногда оказываю какие-то консультации, консалтинг по другим проектам. То есть я в Минске еще занимался открытием ресторана, вот, и потом уже как бы переехал сюда. Ну так вот, касательно по шагам. Да, алгоритм. Да, когда я приехал в Польшу, все-таки мы хотим дать какую-то полезную информацию слушателям, смотрящим, по рынку европейскому, не только по польскому. Важно сначала, как сказал Богдан, реально изучить рынок. Ты начинаешь ножками ходить и всех... А что у вас? А как у вас? Смотришь, вот ты приезжаешь в Польшу, ты не знаешь, а где люди тусуются, а что они делают. Ты начинаешь спрашивать каких-то знакомых, а где отдыхают люди, а какие у вас там есть кофейни. Начинаешь ходить туда, смотришь. Так же, как и Богдан, я начал рассылать свое резюме по кофейням, чтобы пойти на работу, потому что там, несмотря даже на свой опыт, я понимал, что это другой рынок, и мне надо его изучить. Параллельно я уже искал помещение. То есть я сюда приехал с целью открыть кафе. То есть это сразу был мой план. Но, не зная рынок, я не рискнул сразу там прыгать, скажем так, в омут. Я решил наработать также насмотренность, наработать опыт конкретно местности.
Но у меня было преимущество перед Богданом по рассылке резюме. Легкое Легкое преимущество. Я написал сразу. Я не говорил, что я владелец, потому что это отпугивало владельцев. Они понимали, конечно. что я не просто так хочу на работу. То есть Да. тут как бы я не указывал это. Сейчас, извиняюсь, перебью. А когда сейчас к вам приходит такое резюме, как вы к этому относитесь? Я взял на работу такого чувака. Вот прямо сейчас, да? Прямо сейчас, да, у меня работает Который- парень, который хочет открыть кофейню. Хочешь открыть кофейню? Да, ну потому что, смотри, я сужу по себе, и я реально работал на максимум. То есть я отдавался работе полностью. Я хоть и хотел для себя найти какую-то информацию, я отдавался на полностью, работал Да. на 5 из 5. Даже, может быть, Но лучше. при этом этот парень, он честно тебе сказал. Да, об да, этом, он сказал, он мне сказал, я, говорит, сейчас поищу помещение, мне нужна работа, я хочу работать. Вот есть опыт, я готов там так и так быть вот в этой Да. части такое-то время. Он даже Да. обозначил срок, до которого он типа минимум отработает, и как, ну что он будет делать. Окей. А у тебя как? Но вот с таким кейсом тоже никаких проблем нет. Огромное количество людей всегда там среди моих там знакомых работников хотел открыть проект. У меня много таких кейсов было в Минске и в Варшаве, когда они приходили, говорят, мне надо вот поработать, и у меня есть там свой план там на открытие или даже смена деятельности какой-то там. Просто надо поработать. Вопросов нет, когда тем более так честно оговариваются сроки, идет честный контакт, и Мгм. никаких проблем. И тут я согласен, такой человек будет стараться как можно больше вобрать в себя, а значит, работать он будет очень качественно. И обучаться, да, как бы. Да, он будет обучаться вообще как не в себя, потому что ему это Да. надо самому. Ну, а у вас нет такого момента, типа, зачем это делать? Ты же все равно вкладываешься в человека, да? Ты ж не Макдональдс, у которого алгоритмы прописаны. Есть такой классный Как нюанс. вот вы с этим работаете? Наша Я щас с скажу. Богданом вообще цель — учить людей. Ваша с Богданом? Да, наших оунеров, там, владельцев. Мы домой Мы- приходим, с ним вдвоем ложимся в кровать и говорим, типа, наша цель учить людей. Вы такие перекрестились, типа, и... Ладно, мы не живем Без вместе, этого если что. никак. Ну, то есть есть несколько вариантов. Ты или учишь людей, и у тебя там работают опытные, Да. он уйдет куда-то, убежит, где трава зеленее, платят на зло ты больше, неважно. И мы учим. Есть второй вариант. Мы не учим. Мгм. И тогда это будет задница, потому что Мгм. представьте кафе, где никто ничего не умеет. Это будет, ну, фиаско полное. И вот так вот бывает. Мы учим, И он делает экзит. а он потом уходит. Но это нормально. Вот у меня Окей. управляющая там в Минске, она расстраивается все еще. Она там 2 года уже как директор. Ну, у меня, она но- вкладывается в человека, эмоциональная связь какая-то есть. Конечно. Но тебе надо понимать, что там твои работники — это не семья. Это твоя команда, Да. но не семья. Они приходят, уходят, могут задержаться на годы. У меня там есть работники, которые со мной работают реально там более 2 лет. Мгм. Но это все равно как бы твоя команда. Нормально, что человек хочет расти. Если ты ему не можешь дать этого роста, это нормально. Мы можем зафиксировать так: если любишь, отпусти. Да, Да. класс, Да? очень хорошая Да, формулировка, это- потому что человек, если работает долго, во-первых, он тебе нравится, не будешь держать Да. у себя какого-то... Ну да, да. Кого и- не будешь держать у себя? Извините. И тут важный момент, что если и он у тебя работает, ему тоже комфортно. И вот этот вот взаимный обмен, он классный. Мгм. И когда ему надо дальше идти куда-то вверх, расти, он приходит к тебе честно и говорит: слушай, я здесь взял все, я отдал себя всего, я пойду как бы дальше. Отпусти. Да, Ну, и ты его, условно. да, перекрестил, уволил, ну, хорошо в плане уволил, я имею в виду, там, по Да, да, взаимному. да. И человек пошел, и все, но у вас остались контакты, вы все равно остались знакомыми, и потом где-то уже он на там каких-то новых там должностях, может быть, открыл свой проект, всегда может тебе помочь Да. советами. То есть это окей. И я бы добавил, знаешь, что, Никит, к вот этим качествам, которые мы обсуждали, я придумал еще одно качество. Да. Качество под названием... Вот мы говорили про то, чтобы там быть в отдающей позиции, это любить, обучать людей, да? Делиться знаниями. Делиться знаниями. Что ты умный, да? Нарциссы, я же говорю, Да, нарцисс. да, да. Не, ну все равно человек может быть нарциссом, но при этом у него нет такого желания и Несомненно. ценности бесконечно, постоянно обучать людей. Ты его обучил, Ну да. он ушел. Ты его обучил, он ушел, да? Но вы продолжаете это делать. То есть как будто это в этом бизнесе это какой-то... Это твой удел как собственника, поняли? Слушай, у меня есть надежда, мечта такая, Миссия, да. что когда-нибудь мы обучим всех. И уже не надо их будет обучать. Да, Они но будут потом- все в мире Но обучены. потом, Никит, придут опять 20-летние и скажут, я тут жила на Бали, вернулась в Варшаву, хочу работать в кофейне. Да, И все с нуля. я хочу быть Борисом, потому что я люблю пить кофе. Да, Это мое да. любимое. Хорошо, давай к Так алгоритму. вот, Чуть-чуть да. отлетели, но это классно. Мы прям отлетели. Мне очень понравилось, потому что мы еще нашли одну ценность, да, вот, Мгм. которая... Я начал рассылать резюме,
но я не указывал, что я владелец там какого-то проекта, я не указывал, что некоторые прям сильные свои скиллы, чтобы не напугать работодателя. Ну что ты overqualified. Ну, да? я объясню. То есть я чемпион Беларуси в Coffee and Good Spirits, и я представлял Беларусь на чемпионате мира в Берлине. То есть я профессионально, Класс. максимально, насколько можно. Умею. умею выебываться, да. Господи, а как ты это скрывал тогда вообще? Просто не говорил. Не, а вот на работу ты приходишь, там же видно, что рука. Ну, Ну, я- ты же знаешь, рыбак рыбака видит Но я издалека. старался как бы где-то Делать скривить, плохо- чуть-чуть, плохо делать. да, чуть-чуть. Да и тем более тоже надо говорить на польском. На польском прям классно можно. Да. И ты стараешься как бы И ты такой скромно. Тинькоя Борза, да? Да. Вот. И да, я отправил резюме в одну кофейню, ну, в одну из. И они Да. мне ответили в Инстаграме, говорят, приходи. Я пришел, они тогда, все, свари нам капучино. Капучино умеешь делать? Такой, ну, попробую. Говорит, вари. Сварил капучино, нарисовал лучше, чем все их бариста. Капучино варят или его что-то парят? Как это правильно Варят, сказать? сварить Да? кофе, да. Сварить. Ага. Сварить. Окей. Это у меня Вот. обычно сварить пельмени, поэтому я... Нарисовал им рисуночек на кофе, они такие, а альтернативу сваришь, там, воронку? Я такой, да. Он такой дает мне листик, а я вижу этот листик из ассоциации бариста судейский. То есть его надо заполнить, чтобы... Которую я создал. Не, я понимаю, что вот тут надо быть осторожным, что можно спалиться. Ага. Потому что там прям такой хороший график для учета альтернативы. Ну, я варю, такой типа, ну, я думаю здесь вот так, так, так и так. Он пробует, говорит, ну, неплохо, неплохо. Я говорю, Неплохо. чувак, это охуенно. Просто, ну. Все, они меня взяли, говорят, завтра приходи на работу, все, говорит, мы Ага. тебя берем. Все, я с ними начал работать, но я работал недолго. Я, наверное, поработал, ну, месяц поработал. Вот, причем они продолжали меня звать, я говорю, слушай, как бы мне надо дальше куда-то идти, я говорю, маленькая зарплата очень, пойду куда-то, где больше. И они такие говорят, а можешь наших поднатаскать еще чуть-чуть? Говорит, и все. А тогда вообще мои коллеги были, в основном это, кстати, ребята из Украины, у нас там всего одна полька была, но мы все между собой старались общаться на польском, Ага. чтобы как-то развивать какой-то скилл. Вот, и я их чуть-чуть поднатаскал уже, и, опять же, тихо, мирно мы ушли. Ну, я ушел, все команда ушла. Да. Нет, я нормально, абсолютно спокойно поговорил с собственником, сказал, ну, пора идти, давайте обсудим мой уход. Он говорит, все, подучи немножко мою команду тому, чему ты умеешь. Я говорю, без проблем, все, я их научил там немножко и ушел. Все классно было. А ушел я потому, что уже нашел помещение. Всего с момента приезда в Польшу я начал сразу искать. До момента, как я нашел помещение, прошло, по-моему, около 3 или 4 месяцев. Мгм. Но это был реально поиск нон-стоп каждый день, прям куча объявлений, все эти вот дом, телеграммы, риэлторы и все в таком духе. И тут я согласен с Богданом, я сам нашел помещение, отправил риэлторам, они толком ничего там не смогли сделать, в итоге начал тоже писать. Потом все равно мы риэлторов подключили для заключения договора, чтобы они помогли заключить договор. Мгм. И заключили договор. Дальше это была разработка там дизайна, разработка концепции, но концепция как бы я еще разрабатывал, во время поиска помещения. Мгм. То есть я знал, что я хочу тогда. Мы как бы все это дали дизайнеру, дизайнер начала все это переводить уже в бумагу, в изображение, и тут я понял, что у нас получается не кофейня, а кафе. Вот, я понял, что надо немножко поменять формат. Мы сменили немножечко этот формат и уже начали делать ремонт. Ремонт длился полгода. Но и не будем Вау. забывать, что у меня помещение первое 88 по-моему, или 92 квадрата, что-то такое. Да. То есть оно крупнее. И мы делали реально полгода ремонт. Можно было бы сделать быстрее, но это был первый проект в Варшаве. Я не знал там особо подрядчиков. У меня строители мефедрон с холодильника нюхали. Ну, то есть реально я просто спалил. Твой. Мой, да. Ну, то есть реально был кейс, я пришел в кафе, что-то смотрю, хожу, слышу, что-то затихарился строитель. Поворачиваю, а он с холодильником вот так вот просто херячит. Ну, Я его, ну, говорю, Извини, а как ты понял, что это мефедрон? По запаху? я не знаю, как пахнет мефедрон. не, ну, Но у он него- признался потом. Не, смотри, у него типа утром йога, вечером дорога, это нормально. Он потом на рейв Да, да, да. погнал. Это девиз моего кафе. Нашел помещение. Дизайн, Сделал 6 месяцев. четкий проект. Тут, кстати, тоже важный момент, Богдан его озвучил, тоже подсвечу. Если вы открываетесь в каких-то торговых центрах, бизнес-центрах, это жесткие правила, максимально, там очень много нюансов, потому что могут просто вот за все. Знаю один пример из бизнес-центра. Давай. У меня у друзей 2 точки, и 2 уже в это въебывались. Короче, у бизнес-центра есть правило. Они работают с 10 утра. И если ты свое заведение
который принадлежит тебе, Мгм. за который ты платишь аренду в Мгм. бизнес-центре, откроешь в 10:05 или в 10:02, то тебя штрафуют на нормальную сумму денег. В торговых центрах то же самое. Это в торговых центрах, я говорю, Вот да. как на Броварах, тоже у меня кафе, и нельзя открыться позже, и нельзя закрыться раньше. Да. Все, у Мгм. них есть их график, ты должен работать по их графику. Если ты не можешь сам день даже устроить, то есть это делай ночью, делай после закрытия или до открытия, но ты не можешь просто работать вне графика, это такой момент. А если это частники какие-то или дома, просто как бы читаем договора, смотрим такие вот нюансы. Это такой, Да. опять же, лайфхак, обязательно читаем все договора. Как вы читали договора? Да, Через Яндекс.Переводчик. Через DeepL. Не Окей. знаю, что такое DeepL. э, Тогда еще GPT я не знал. Но DeepL это типа крутой переворчик есть с вы- чатом GPT. Вы брали просто сами договор, переводили его через переводчик и читали. Да. Сидели глазками и читали. Да, каждый пункт вычитываешь. Сначала Окей. сам прочитал полностью, точнее перевел, все прочитал, вывел все пункты, взял Да. этот договор, пошел к юристу, дал Мгм. юристу, показал слабые места, чтобы он что-то мне порекомендовал. И И докрутили. И да? докрутили, Тем да. более мы знаем, Окей. что как бы ни я, ни Богдан не знали юридических аспектов именно Польши, да. а юрист местный всегда может их подсветить. Ну, и вы давали оба, да, давали потом юристу договор Конечно. на Да, да, добычу? конечно, конечно. И важный момент, вот тоже, кстати, подсвечу для смотрящих подписчиков, дорогие. Всегда читаем договор внимательно несколько раз. То есть лучше вот и утром, и днем, и вечером, Мгм. потому что реально есть пункты, на которые формулировка влияет настолько сильно, что ты или работаешь, или не работаешь. Мгм. Вот. Какой-то можешь кейс привести, как это может на практике? Есть вот нюанс, вот, пожалуйста, с примером график работы. То есть они могут не прописать по, а могут прописать согласно штатному расписанию бизнес-центра. Ага, А ты такой не отсылку- задумался, да. Отсылку, да, делает Да, специально? а какому бизнес-центру там и так далее, какое у него расписание вообще. Да. А если у тебя там кофейня, ты хочешь с 7 утра, а можешь ли ты с 7 утра работать? Потому что ты знаешь, у тебя трафик в 7 утра, там людей, идущих на работу, колоссальный, и ты хочешь его схватить. А не сможешь. Тебе скажут, все, нифига, работай согласно штатному расписанию. Ну, потом касательно есть нюанс по земельному налогу. В Польше об этом многие риэлторы даже не знают. Кстати, вот лайфхак, за который мне платят бабки, между прочим. Земельный налог. Да. Интересно, знаю ли я? Вот сейчас. Арендатор не обязан платить земельный налог за помещение арендодателя. Этот налог платит арендодатель. Ага. И если вам вдруг в фактуре за аренду выкатывается вот этот налог, вы можете смело его слать на 3 буквы. Мгм. Культура, да, культура кафе. WhatsApp! Ну да, Богдан прав. Потому что идете к юристу, оспариваете вот этот пункт, и все в таком духе. Поляки обожают включать в фактуру, бля, все, бля. И они Всё, что обожают там- включать дурачков еще. Да, типа мы... Ой, 100 тысяч лишнее? Блин, ноликом ошиблись. Мгм. Вот, ну и это реально, это абсолютно реальные ситуации, с которыми я сталкивался уже здесь, про электричество, но это мы потом поговорим. Да. У нас Вот. будет рубрика «Грязь», и мы там все обсудим. Борьба в грязи, да. Да. Мы там И все, масло. мы всю эту грязь обсудим. Вот, поэтому, как я сказал, читаем договора обязательно по несколько раз. Так вот, стройка, мы начали делать стройку, ремонт, были косяки с подрядчиками, косяк был совсем. Реально, ну, с проблемами я столкнулся во всем, в чем вообще можно было столкнуться. Ну, А. Давай так, постреляй просто, рандомные проблемы какие были. С каждым подрядчиком была проблема. С Ну, каждым. В чем именно? Кроме того, что они нюхают? Сроки, суммы, качество сделанной работы, качество поставляемой продукции. Вот все, что вот можно придумать, была сложность, с которой я не привык, скажем так, в Беларуси, Мгм. что решалось быстро. Потом их выходные, это трэш. Я писал одним ребятам, стулья хотел купить. Мне надо было 29 стульев. Я им написал, хочу стулья, через 2 месяца у меня открытие. Они говорят, окей, через 8 месяцев привезем. Я говорю, каких 8 месяцев? Я говорю, 2. Он говорит, 8. Я говорю, не надо 8, 2. Она говорит, 8. В итоге мне из Турции на заказ сделали стулья за 1 месяц с доставкой до подъезда. Вообще. Вот. Прикинь, да. И вот таких вот моментов много. Потом был косяк Да. вот с договорами. Был косяк с Пулка Мишканева. Это вот отдельно есть кейс у моих друзей. Там война жесточайшая идет. Даже у меня с жильцами идет война. Но это тоже отдельно надо Это на читать Яна договор. Казимежа? Да. Там же у вас жилой, да? Жилой получается, дом. У меня везде жилые дома, кроме броваров варшавских. Да.
Я выбрал стратегию обходить жилые дома стороной. Классно, интересно. Вопрос, что прописано в договоре. Есть такой нюанс, что спулка Мишканева решает, например, касательно Объясни людям, что такое спулка Мишканева. Спулка Мишканева, да. И потом нижней строкой спулка Мишканева это. Ну, в общем, спулка Мишканева это, по сути, совет жильцов. Есть владелец дома. Коммуна такая, да? Да, да, они решают вообще, что они хотят. Скидываются там на уборку мусора, на ремонт подъездов, вот это вот все такое дела. И они же решают, дать тебе лицензию алкоголь или не давать. Да, да. И есть косяк у некоторых моих знакомых, которые открыли кафе, уже начали там ремонт, все делать, а спулка Мишканева сказала, а мы не дадим вам алкоголь, вы нам не нравитесь. Просто. Потому что. И все. Да. И все. И ты ничего с этим не сделаешь. Никак. Тебе надо идти уговаривать 80% жильцов, платить им взятку, давать им решение принимается 80%. Да. Да? В зависимости еще там от нюансов, но, как правило, да, 80% должно ответить положительно на такой момент. У меня было собрание с жильцами в актовом зале, где я как двоечник стоял у доски и объяснялся перед ними, почему у нас там было шумно вот в такой-то день. А это был тот год, когда мы открылись на Яна Казимежа. И самое обидное стало, когда я понял, что 70% людей в зале — это белорусы и украинцы. Когда они начали гнать. Вот это для меня больше всего обидно было. Я думал, это как бы поляки, я был готов к этому. Мы общались на польском. А потом я смотрю, кто-то что-то на русском меня поправил, еще кто-то поправил меня на украинском. Я такой, так, стопэ. Я говорю, на каком языке я могу говорить вообще? Вот. И они, нам не нравится, вы двигаете стулья. Я говорю, двигаем, ну, как-то ж надо садиться там. Типа шумно им, да? Да. То есть какая претензия основная? Шумно, вы очень шумные. Шумно. Мы живем в этом доме, и вы шумные. Да, мы там поменяли набалдажники на стулья. Мы не устраиваем там дискотек. Был один косяк за нами, за который я реально извинился перед жильцами. Пришел банкет, сказал, у нас будет легкая живая музыка. Я говорю, да, хорошо. И потом просто заносится барабанная установка. И это было просто... То есть они там так играли. Ну, было весело банкету, но не жильцам. Трижды приезжала полиция. Ну, я реально тогда за тот косяк я извинился перед жильцами. Тебе пришлось выставиться, да? Да, я реально сказал, блин, ребят, простите, давайте я сделаю вам скидку, угощу, но наш косяк, я не знал, что будет живая музыка такая. Да. Я привык, что там как бы гитарка играет, диджей на фоне, и все. А тут реально принесли барабанную установку, бас-гитара, вторая гитара, солист, я думаю, все. Фиаско. Но хорошо, что мы успели еще раньше сделать лицензию на алкоголь, и они нам не помешали. Но у нас была проблема с летней террасой, нам отказали в летней террасе. Собственно, из-за спулки Мишканевой. Все верно. То есть мы не можем поставить летнюю террасу. Это вообще отдельная история. Мы же поставили вроде бы. Через дорогу у другой спулки. А, это другая спулка совсем? Да. Я думал, это просто пустырь какой-то был. Ну, пустырь другой спулки. Захватили чисто. Да, мы построили летнюю террасу в поле. Рейдерский захват просто на стройке мы построили летнюю террасу через дорогу от ресторана, чтобы что-то там можно было делать летом. И у меня официанты, у них на руках были эти часы специальные, их там по кнопке могли вызывать, бегать на кухне. Мы там через дорогу, через машины бегали с подносами к гостям. Вот, поэтому спулка Мишканева — это ад, поэтому с жильцами нельзя ссориться. Я знаю еще 3 проекта из Беларуси, которые сейчас очень жестко могут сесть из-за, ну, не сесть в тюрьму, а сесть в лужу из-за спулки Мишканевой. Ну ладно, это как бы я углубился. Но это очень полезно на самом деле, вот это прям сейчас очень ценно, да, то, что люди планируют свои активности, представляете, они ремонты делают. Богдан полгода потратил на переговоры. Да. Полгода на переговоры за маленький объект. Что говорить, если вы хотите, например, ресторан там в 400, в 500 квадратов? Да. Это, и причем, ладно, представляете, вот аренда, например, не знаю, если там можешь раскрыть там сумму, ну, например, там сумма, там берем, там, не знаю, 7 тысяч. Вы можете сказать цифру по этому району, поняли, типа какую-то виллу? Давай, может, по району, да, какая у меня аренда, я плачу, типа, у меня за метр 43 евро с метра. Без НДС. Без НДС. Это в чем, какая сумма получается? 40 евро, ну, так давайте считать на 100 евро, например, ой, на 100 квадратов, это, соответственно, 4000 евро. Без НДС. Без НДС, плюс 23% еще ват. Ну вот, а теперь представьте, что это вот, получается, например, 5300 евро в месяц 100 квадратов стоит. Ну вот, 5300 евро 100 квадратов. А теперь представьте, у вас ресторан на 300, на 400 квадратов, и вы подписали договор на 7 лет, а вам не дали летнюю террасу или алкоголь. Ну да, у тебя вообще там... Ты вообще, может быть, окупался за счет того, что внутри, а прибыль планировалась за счет того, что а-ля снаружи. Есть бар в Варшаве, открылся, очень классный. А бары, естественно, это алкоголь. Но у них сейчас очень большая ругань за со спулкой. Их могут на Львовской которой? Слушай, адрес не знаю.
адрес не помню. Вот, и их могут лишить лицензии на алкоголь, а для Да. бара лишения лицензии на алкоголь, Ну все, да, я это понял. как бы ничего. Недавно открылся, который Да, белорусский. да. Да, там... Там, Жестко. и рядом с ними еще открывается еще одно белорусское заведение, второе, та же спулка, и все, там фиаско. Ну, я, если можно, честно- смотрите, можно ли как-то эту проблему, сейчас важный момент, да, потому Да. что мы сейчас людей можем загнать в такое состояние, когда они закроют подкаст, потому что... Все, мы не откроемся. Да, мы не откроемся. Можно ли это как-то наперед решить или как-то этот риск перекрыть? Смотрите, мое мнение. Я вообще считаю, что открывать заведения тусовочного формата, бары такие громкие, то есть не рестораны, а именно бары, потому что я сейчас сам в процессе открытия бара, и их открывать в жилых домах, там, где живут люди, Это это гиблое дело. Мгм. Потому что тебя либо выдрючат сразу, либо через год, либо через полгода, но все равно ты влипнешь в это. Потому что какие бы ни были люди, как бы у тебя ни была шумка сделана хорошо, у тебя люди выходят на улицу покурить, у тебя люди выходят на улицу постоять. Если у тебя даже в доме в самом тихо, и у тебя полностью все шумоизолировано, и все круто сделано, то люди выйдут на улицу покурить, и вся улица будет галдеть. А ночью улица — это что? Это эхо, это шум, и все, кто будет вокруг, я просто сам люблю спать в тишине, и я понимаю, если бы у меня подо мной был бар, и люди на улице бы орали, старик крушили бы, Постоянно. я бы, наверное, первый вызывал бы полицию. Но тут же вопрос в том, что не всегда это получается технически, да, то есть ты был бы и не против, но, во-первых, ты открываешься там, потому что это Яна Казимежа, это Варшава, и это большая длинная улица и большой жилой массив, куда Да, люди да. стекаются к Но тебе. я тут согласен с Богданом, я бы там не открывал бар. Да, Потому бар — это что другая тема. Это может быть какой-нибудь бар, который работает не до ночи, а До типа 10 до спортивный 11. до 10 до Ну 11. что это за бар, который не работает что до это за ночи? бар? Ну, да? смотри, Да. на самом деле, решение проблемы есть. Это каменицы, которые используют, которые не заброшенные, там под офисы они строятся. Это Да. бизнес-центры, это вот такие вот помещения, в которых не живут Ну. люди. Либо отдельно стоящие какие-то дома. Если вы в такой проект хотите вписаться, то нужно просто типа либо выкупать, перекупать это помещение, это заведение и уже дальше открывать свое. Либо Есть искать, нюанс, тебе ждать. лицензию на алкоголь все равно надо, даже если ты купишь Не, это да, помещение, лицензия. Ну, если помещение уже есть и работает с алкоголем, то типа в целом у тебя тебя могут лицензия. лишить. Ну, маловероятно, скорее всего. Но если спулка Мешканева возьмется, Нет, так в том-то дело, что нужно отойти от спулки Мешканевой, чтобы это, там никто не жил, чтобы там никто не находился. А-ля ты снимаешь помещение в этом Норблина, да, вот здесь фабрика Вот, Норблина. да, Оно да. как будто сама инфраструктура подразумевает, что Фабрика- там рядом никто не живет. Фабрика Норблин — это вообще идеальное место для того, чтобы там, типа, сделать очень крутые заведения. важно переводить переговоры в самом начале, проводить переговоры. Мгм. Есть такой вариант безопасности. Конечно, никто не знает, что стрельнет потом. Ну да. Поэтому, если прям перестраховываться, можно не выбирать просто такие места. То есть, если ты открываешь кофейню в жилом доме, класс. Если Да. открываешь бар, все, тут как бы тебе надо понимать, ты шумный, если у Мгм. тебя еще какая-то вечеринка, дискотека, а все выходят покурить, так или иначе. Это смех, разговоры. Я согласен, если бы у меня под домом тоже был какой-то движ, я бы там вообще очень сильно возникал, потому что я как бы хочу отдохнуть. И я понимаю жильцов, которые тоже хотят отдохнуть. Поэтому мы Мгм. как бы с жильцами всегда идем на какой-то компромисс. Мы там после 10 даже на Яна Казимежа снижаем громкость. На все стулья мы поменяли на мягкие эти набалдажники сделали. Живая музыка, все, максимум диджей, фон, ничего лишнего, никаких кавербендов. То есть, конечно, я прекрасно понимаю жильцов, и мы идем ему навстречу. Окна у нас в целом не открываются, чтобы как музыка на улицу выходила, поэтому как бы жильцам в этом плане окей. Мгм. Ну и есть человеческий фактор, это момент коммуникации. Есть жилец, который там всех зовут, да они идешь к нему с там, не знаю, с едой, с напитками, со скидочной картой. Со Просто- столом. Это последняя инстанция. Вот. И, по-человечески говорит, слушай, говорит, мы работаем. Вместо нас может открыться, например, шаурменная. Вот. И вы хрен что с ним сделать. Будет вонять шаурмой у вас на весь дом. Вы готовы? Открылось классное кафе, как мы делаем хороший продукт и не воняет. Вбахали денег в вентиляцию, вбахали денег в Да. интерьер. Вот вы что хотите, чтобы здесь открылось? У вас помещение гастрономия. Да. После нас будет только гастрономия. Никакой офис там не откроется. Нет, не заточено под гастро. А представьте, откроется какая-нибудь азиатчина с подтаем. Все, говорит, вам хана здесь. Ну Весь да, дом будет вонять. Вонять будет так через вентиляцию эти Да. все. Да. Поэтому как бы радуйтесь. И у меня есть такие кейсы, в Минске был. Жильцы жаловались на кофейню. Хорошая, семейная, уютная кофейня. Все классно, реально норм. А там бабка какая-то, да они гондоны, там у них шумно. А они закрылись, все, не выдержали, потому что тоже давление было. И открыла шаурма, я так смеялся. Бабка съехала. Реально, она продала квартиру. Бабка съехала, да? Все, в итоге так. Так вот, давайте Да. подрезюмируем. За резюме. Да, начали делать ремонт,
куча проблем было с подрядчиками, куча проблем со сроками. Ремонт из 3 месяцев превратился в полгода, потому что задерживались сроки совсем. Дальше вот уже прошел там набор команды под конец завершения ремонта. Набрали команду, обучение, тестовое открытие и погнали. Я вот вас слушаю, ребят, и знаете, что хотел спросить? Во-первых, вы очень терпеливые люди, я это понял. Вот вы вдвоем, как предприниматели, вас, я в этом подкасте не матюкался, но сейчас... Ну, пора бы начать, да? Да, вы меня заразили. У вас как много терпения. Вообще вот этого, ну, прям стальные яйца, звенят. Я вот думал, что это звенит, когда в комнату а это звенели ваши стальные яйца. И стальные нервы. Нервы должны быть точно стальные. Вот. Но если серьезно, то у меня вопрос. Вы этим занимаетесь. Да, если серьезно, то я хотел у вас поинтересоваться. Ну, как бы так вот, просто чисто со стороны, знаете. Сколько можно зарабатывать? Деньги какие тут? Деньги тут есть? Начинай. Да? То есть ты думаешь? Ну да. Ты думаешь, я зарабатываю? Потому что вот я о чем подумал, да? Да. То есть вы придумываете концепцию, вы коммуницируете с государством, еще и на чужом языке, да? Вы с коммуной общаетесь, еще с кем-то, сотрудников нанимаете, потом еще клиенты тоже могут прийти недовольны. То есть вы представляете, сколько может быть недовольных как бы субстанций, отдельно взятых? Сотрудники, государство, коммуна и клиенты, да? Это вот как минимум 4 я насчитал. И все мы знаем, что бизнес — это инструмент по достижению наших целей. Цели могут быть финансовые, а могут быть там в стиле закрыть какие-то свои внутренние потребности, да? Ну, например, может, у тебя была, допустим, потребность найти девушку, да? Ты открыл кафе и закрыл свою потребность. Например. Ну да. Либо у меня была потребность завести семью, ребенка, я открыл кафе, развелся с женой. Да, например. Кейсы бывают разные. Кейсы бывают разные. Да? Шучу. Бизнес — это инструмент по достижению наших финансовых целей. Да? Давайте обсудим с вами цифры. Сколько нужно вложить, сколько можно зарабатывать, какая могла бы быть точка окупаемости, точка безубыточности. Вообще, зачем это все делать? Смотря как ты откроешь свой проект, какую бизнес-модель ты в это вложишь, какую концепцию ты придумаешь. Я изначально, когда это открывал, изучил все возможные форматы работы гастро и пришел к тому, что мой формат, в котором я открылся, он, наверное, самый экономически эффективный. Потому на что 1 квадратный метр ты, возможно, зарабатываешь больше, ну, чем... Я не знаю, я вот прикидывал эти цифры. Я знаю, просто в этом бизнесе очень часто собственники этим критерием как бы меряются. Да, у меня есть цифры эти, которые сколько я заработал на квадратный метр и сколько я вложил на квадратный метр. Okay. На моем примере, я не стесняюсь этого. Это, на самом деле, я вот сейчас уже узнал и познал, что это сезонный бизнес. Мой формат To Go — это 100% сезонный, потому что у меня сейчас начались холодные времена, плохая погода, дождь, у меня выручка снизилась процентов на 30, 25-30% ежедневно просто выручка упала, и я сейчас столкнулся с тем, что я пытаюсь придумать, что с этим сделать, как это побороть и как привлечь новых людей, чтобы... Либо как привлечь даже людей, которые к тебе ходят, потому что у меня на самом деле достаточно большая возвращаемость и много постоянных посетителей, но просто в такую погоду я бы сам не хотел бы ходить. Надо придумать новые инструменты мотивации людей для того, чтобы они ходили к тебе. Я прикидывал по цифрам, у меня в целом кофейня зарабатывает, если взять погоду, то примерно где-то 110-120 баксов на квадратный метр, если погоду. Если там взять плохие дни и погоду, то это может быть $50 на квадрат. Если взять типа... Топовые дни, что у меня было, это $240 на квадрат у меня генерировала кофейня, типа вот летний период. Это, по мне, по факту получается, от 3 до 7 тысяч долларов чистыми я забираю для себя вот, в зависимости от сезона. И это мы работаем только полгода. Ну, это ж офигенный показатель. Ну, это показатель. Да. Но это потому, что я много от чего отказался, что может сжирать твою прибыль. Много что подстроил правильно, чтобы это все правильно работало в концепции. Да. И в целом мне нравится, как это работает. И сейчас, когда я это уже все выстроил, мне не забирает это слишком много времени. Просто я, допустим, если говорить конкретно за твой формат, я очень тоже... И я лично консультировал людей, да, кто хотели такой бизнес открывать. И знаю истории, когда люди вот именно закрывались из-за того, что
они с трудом на операционную прибыль выходят, понял? То есть они с Да. трудом в месяц покрывают свои постоянные переменные расходы. Я с первого дня работаю в операционную прибыль. То есть я как только открыл двери кофейни, даже в тестовом формате, я ни копейки больше своих денег не доложил туда. Не заносил, да? Ни копейки. Окей. Все работает на том, что генерируется кофейня. Давай еще прибыль и какие-то так далее. цифры сейчас вот именно по твоему формату добросаем. Окей. Порассказывай какие-то цифры, которыми готов поделиться. Сколько нужно на то, на все, на Смотрите, открытие. окей. Я планировал вообще все сделать в 2 раза дешевле. Вот, как Да. я говорил. Да. Но хорошо, что у меня был запас денег, и я в целом... Имейте запас денег. Да, И это важный важное момент, у правило. вас получается, ты один собственник, Да, у тебя я нет один инвестора, собственник, партнера. никого нет. А у тебя как? Есть компаньоны-инвесторы. О, интересно, расскажешь как раз, да, другой кейс. Я сам по себе один на свои деньги, которые заработал честным трудом, открыл кофейню. Кофейню. В целом, да, что, о чем мечтают все. Типа, заработал бабла, открою кофейню. Цифры. Планировался в 2 раза меньше. В общем, хотел открыть кофейню за 50 тысяч долларов, открыл почти за 100 Ай-яй-яй. тысяч Сейчас- долларов. Почему так случилось? Реально, вторая будет уже 100% дешевле, потому что знаю, за что я переплатил, где я недоплатил, и это бы сэкономило мне типа, деньги в дальнейшем. Да. Просто банальные примеры, типа, банальные цифры. 10 тысяч долларов, точнее евро. 10 тысяч евро, это я как бы, во-первых, открытие кофейни закладываю, поскольку я в этом был вообще ноль и ничего не знал, не учил, Мгм. я в открытие вкладываю, вот в инвестицию, вкладываю все, что потратил на то, чтобы ее открыть. числе Обучение, на обучение. перелеты, какие-то типа поездки, чтобы узнать что-то. То есть я записывал реально все. Все, что тратил для того, чтобы открыть, я записывал. Офигенно. И ты реально фиксировал? Да, прям эти каждую все копейку я фиксировал с начала дня, как я начал типа этим заниматься. Класс. Реально все. Даже Это вот книжки. к типа. дотошности, что надо реально Да. следить за Да. своими расходами. Да, Ну, класс. конечно, я сказал. Типа, Просто даже книжки тут надо. сейчас еще момент такой, да, что многие могут смотреть на тебя, ты такой как бы энергичный, юморной, на вайбе на своем, и люди думают, что ты, может, какой-то несерьезный и делал это как-то по наитию, но по факту, когда ты сейчас говоришь, Я что 8 ты лет циф- проработал в структурной компании на руководящей должности. я думал, ты скажешь в структурах. Да. На руководящих должностях, и я на самом деле хоть и выгляжу как распиздяй такой, Да, но да. на самом деле у меня очень все структурировано. Да, да, ну и- записывать все расходы, это классно. Да, и на самом деле... Наебать всех. Вы думали, это пиздяй, а я пиздяй. Да. Реально, я вложил в это все. Я даже кауцию, которую отдал, которая возвращаемая кауция. Ты как её бы, зафиксировал Я ее как зафиксировал расход. в расходы, потому что я ее заморозил на 5 лет. Ну, типа, это невозвращаемая херня. И Да, тем более, да. если я буду продлевать контракт, а я буду, она все равно останется там. И Ну это да. расход. А многие не записывают кауцию в эту движуху, не записывают какие-то левые штуки. Ну, то есть, вот со всеми такими вспомогательными расходами мне стало примерно под 100. Мгм. Вот. Но это все равно как-то много. Я покупал дорогое оборудование. Я покупал, ну реально, кофемашина кофемашина. 17 тысяч евро. Памс, пумс, и все. Ну да, это- отлетело. 2 кофемолки, еще там типа 5000 евро. Термопод, типа еще там, типа, там 500. Ну то есть у меня в кофейне я столкнулся с тем, что каждую штуку, которую я делал или что-то хотел купить, типа все по 1000. Все по 1000 долларов, то есть даже в ремонте. Зеркала там типа 1000, хотя могло бы быть и 4, если бы этим занимался дизайнер, а не я. Реально, у меня зеркальная Ну стена, и дизайнер такая говорит, я изучила весь рынок, я нашла самые лучшие варианты, вот тебе типа 3 предложения. Стена зеркальная будет стоить 4000 долларов, а вторых 7, и от третьих там 4,5. Вот эти самые дешевые. Я говорю, ну не может быть такого. Ну не может такого быть. Говорит, 100%. Я потратил 2 дня, нашел за 1000, все сделали. Ну да. Короче, реально, каждая мелочь, типа, стоит денег. Тебе комфортно то, что ты сейчас эти 100 тысяч потратил? То, что для многих людей... Когда он осознал сумму, такой, бля. Не-не-не, ну, смотрите, у меня же как бы у вас насмотренность в вашей индустрии, а у меня насмотренность в целом, да? Да, Много предпринимателей да. проходит. И 100К звучит сильно. Но я их уже почти окупил полностью. Это тоже звучит сильно. Получается, это сильно. Я человек. с марта месяца уже почти все окупил. Тебя надо раскусить. Есть Фантазер. Слышишь, может, у тебя есть спонсор какой-то? Ну, как это так работает? Объясни. Как такие делать сверх результаты? Ну, для кофейни это результат. Я просто очень много тоже в материале. Наверное, все-таки я не зря потратил полгода на поиск помещения, если честно. Окей. Потому что реально точка топовая. Ее Ну, еще можно качать и развивать еще дальше. То есть Типа локация прям локация, решает. локация, ребят, влияет очень сильно. И за локацию нужно бороться, и локацию нужно ждать, потому что я знаю по людям,
кто-то ищет, кто-то ждет. Или кто-то Но потом сдается. психанул, наоборот. сдался, взял первого попавшегося, поехал открываться. И закрылся через 3 месяца. Вот это, типа, проблема еще тоже, почему закрываются. Потому что не Класс. дожидаются своей локации. Класс, вот это тоже важный момент. Да. Что мы так вокруг да около ходили. Мы с Никитой, когда только познакомились, я ему показал помещение, потом мы там прикинули примерно по, ну, в голове там цифры. Он мне сказал типа, вначале, говорит, у меня там была цифра выйти на ежедневный оборот, типа 3000 злотых, чисто на кофе, без еды, потому что у меня нет еды, у меня только булки, такая, ну, я чисто даю напитки. Это потому, что я не хочу терять маржу, потому что еда портится, ее выкидываешь, и она съедает твою маржу. Ты продал 10 булок, заработал 20 злотых, одну выкинул, потерял всю прибыль. А так, если больше какая-то прогрессия, то там другие цифры. Никита сказал, говорит, твою кофейню можно типа вытащить с алкоголем там типа на 5000 злотых ежедневного оборота. Я говорю, типа, у меня цель через год 3. На 3 я вышел через 3 месяца. Пик у меня был 8000 злотых в день. На маленькую выторга. кофейню, выторга, да. Просто на напитках. Мы там типа делали 3,5 килограмма кофе и там еще там грамм 200 матчи. И это типа Еще пару грамм. еще пару грамм после смены, чтобы нормально. Белого. Да, и в такие моменты ты можешь нормально как бы понять, что этот бизнес работает, Да. модель работает, значит, ты сделал все правильно. То есть можно все-таки, друзья, можно все-таки да. открыть в Польше кофейню и зарабатывать интересные деньги, да? Не $1000 в месяц Да, чистыми, 100%. а интересную какую-то Ну, у меня сумму. баристы работают, получают там, типа 1500-2000 в Ну да, месяц. ты понимаешь, что есть собственники такого бизнеса, которые в чистом, в сухом остатке зарабатывают тоже там Да, 1,5. 100%, да. Понимаете? есть таких Я, вот много. я на это акцентирую внимание людей, что это можно, и вот он перед вами сидит. Бизнес ради бизнеса. Просто у в чем многих. прикол? Я же говорю, я сейчас уже открываю второе помещение, сейчас начинается скоро ремонт. И у меня вообще желание сделать таких точек вот много. Я понимаю, что, допустим, одна в минимум будет тебе приносить 3, да? А таких, типа, сделал там уже 10, уже, типа, интересно. Да, Тебе да. 30-ку уже получаешь чистыми в месяц, и хорошо. На хлеб с маслом хватает. Да. Можно Причем, чуть-чуть когда ты открыть. открыл одну, у тебя уже все работает, ты можешь пользоваться деньгами. Во-первых, если есть возможность пользоваться деньгами там, государства, банками, кредитами, лизингами, то вписывайтесь в это, если уверены в своей стратегии. Нормально. Но ты все на своих сделал, ты Да, не да, брал никакие ничего не кредиты, брал. ничего. Ничего, все на своем. И инвесторские тоже нет смысла, это чтобы были Слушай, просто тут свои важный деньги. момент, Смотри, тут что важный когда момент, ты что- приехал, могут не дать просто сходу. Да. Тебе надо Мгм. наработать историю. Не, Ты новый смотри, человек в новом государстве. Если у Мгм, тебя есть классная типа уверенность в том, что ты делаешь, и ты знаешь, что у тебя получится, ты можешь брать инвесторские деньги. Если у тебя нет денег, как ты откроешь? Никак. Ну да. Надо привлекать инвестиции. То есть у меня просто случилось так, что у меня были деньги это сделать. Я это сделал. Ну, сколько Круто. зарабатываю, сказал, сколько потратил, сказал. Сколько кауции сказал, сколько арендная плата, типа, сказал. Люди А, посчитают себе уже там. Да, примерно но, по грубо каким. говоря, я же говорю, Это Варшава, то есть это хорошая локация. это в Варшава, центре. это центр Варшавы, топовая локация. Воля, Всех да. приглашаю в гости. Пшекапов 26. Мы закинем все ссылки в любом Да, случае да. в этом. У меня есть одна цифра, она меня очень тревожит, она всех тревожит, владельцев такого бизнеса. Это именно структура расходов и какие есть составляющие самой расходной части, да? Да. Что люди, я так понимаю, и аренда сжирает больше всего. Смотри, больше всего что сжирает? Аренда, налоги. Налоги реально очень много съедают. Вот ВАТ, который бы хотелось не платить, это ну, у меня 23% Польша ват. 23% Смотря ВАТ. на что. Ну, на мою сферу Ну, как 23 раз ты за обычно. 8% расскажешь, да? Аренда, налоги и зарплата. Аренда, Фонд. налоги и зарплата. Это Фонд вот, оплаты труда. Да, фонд. это вот Зарплата. три вещи, которые, наверное, если брать правило 20/80, это вот 80% Да. расходной части. По-хорошему, у вас должна быть бизнес-модель такая, что у вас аренда помещения не больше 12% от оборота, от выручки. Мгм. ФОД не больше 10% от выручки. Налоги — это налоги. То есть, ну, по факту... Ну, это- налоги уже вот, каждый Ну, день. налоги — это такое, да, там их можно, типа, Можно не оптимизировать. платить, Вот, но реально оптимизировать. нужно прикидывать так, чтобы у вас вот ФОД и аренда были примерно там в районе 10-12% от оборота. Да. Тогда у вас все будет типа биться. Потому что многие считают фудкост. Вот сколько, допустим, фудкост чашки кофе, да? Казалось бы. Фудкост недорогой, окей, 4 злотых. Но себестоимость чашки — это совсем другое. Потому что фудкост — это просто типа чашка, крышечка, кофе, молоко и наполнитель какой-то, что там есть внутри. Ага. А себестоимость — это уже типа заложена туда аренда, коммуналка, Зарплата. зарплата, налоги, Вода. опять же фудкост, И вода. И на самом деле было не 10, там было 30, Да. было 50, 100 и 200. Вот И это, ты прям сделал декомпозицию, Да. которую ты уже использовал, когда считал и юнит-экономику одного да, юнита, да. и в целом, как это, себестоимость одной да, чашки? да.
Себестоимость чашки... Не фудкост. Ну, смотря Короче, о чем мы говорим. и фудкост, Да. и как Мгм. бы... И себес. и себес, Вот. да. И типа было 4 разных варианта, сколько будет себес чашки. Допустим, если Да, будет 30 да, чашек понял, продано в день, понял. будет такой себес, а если будет 200 чашек в день продано, то будет себес гораздо дешевле. Окей. Сейчас, зная о том, как это работает, и эту всю информацию, за сколько ты бы это купил, чтобы эту информацию получить? Понял, вот как типа предприниматель? Вот если бы ты сам к себе пришел, я так понял, Да, учиться. да, типа сколько бы ты отдал денег? Просто это такая ценная Не, на информация, самом деле это я ж бы фундамент. $3 В целом $3 я долларов. примерно на это столько потратил. Ну, меня этому всему научили. Ну да. Типа, Слишком меня... мало. Мало. Я вот Мало. хотел сказать, ну, просто Вот это такая... есть важный момент, который вот тут Богдан удешевил себя. Твой бэкграунд в металлургии. Ты не забывай, что ты работал на управленческих должностях, а человек, который хочет прийти, ему надо будет его научить банальным вещам. А это вообще огромные, колоссальные знания. Просчет фудкоста, там, себестоимости, даже хотя бы понимание вот этого. Ты это уже знал там в металлургии, а человек будет этого не знать. То есть это надо умножать 100%. Не знаю, никогда не продавал ничего от себя, поэтому мне кажется, сколько я заплатил, столько я и Короче, я предложил. понял, Окей. Богдану идти выгоднее учиться, чем ко мне. Да. А вот Запись теперь, на второй поток обучения начинается завтра. Осталось 2 места, ребят. внизу есть предсписки, да? как Да-да-да. в бизнесе. Классно, интересно поделился. На самом деле я погрузился в этот весь процесс, как ты считал, и очень полезно и разделение по фудкосту, и по себестоимости, и понимание среднего чека, умноженного на количество транзакций. Прям такой правильный деловой подход. Это то, с чего мы начинали в начале, да, по поводу ошибок. И как бы смех смехом, а мы как бы цифры реально считаем. Вот. Ты так, конечно, с сожалением это Ну, все... потому что я прекрасно но- понимаю Богдана, я ненавижу считать цифры, но это Да. такая Не, важная часть. На самом деле я люблю читать цифры. Не, деньги. Я люблю читать и цифры считать, потому что из Я цифр не рождаются люблю. деньги. Ну да, но А я, не не, люблю я цифры. тоже не сильно люблю. То есть я как бы вот не получается у меня. Не, получается, но не, Не люблю. моё Вот оно надо сесть за какое-то. табличку. Есть классная таблица, лайфхак. Берете PNL-ку, отчет о прибылях и убытках на русском языке просто. Вот если реально разобраться, это самый лучший отчет для любого предпринимателя. Он очень сложный, потому что реально красивый отчет PNL-ки, там пунктов дохренища, с формулами просто огромным количеством. Но если научиться делать этот отчет и планировать свой проект через этот отчет, Да. там можно вот разбогатеть в Excel надо, вот, то есть Да. в этой табличке. Тогда можно окей. Можно обратиться к кому-то, к финансистам, кто поможет ее хотя бы составить какой-то костяк и накидывать туда Ну уже или цифры. там типа заплатить кому-то 500 тысяч долларов, чтобы дали базу какую-то хотя бы. Да, потому что я этот отчет стараюсь вообще везде использовать. Мне он тяжело самому дается, потому что там реально пунктов очень много. И когда открываешь проект, тебе сложно это там прописать. Там, сколько у меня будет расходоваться, не знаю, воды. Ты как бы знаешь на основе там других проектов, но ты не знаешь в кубометрах точно, сколько будет воды. Про воду у меня есть отдельная история, когда нам сейчас надо 50 тысяч доплатить за воду по Казимеже из-за Ого. льдогенератора. Да ладно. Ого. Да, но это отдельная история. Богдан сказал вначале, что он выбрал один из самых вложения доход Маржинальных. таких по комбинации очень удачных проектов. Я с ним Да. согласен. Почему тогда все так не делают? Ну. Есть амбиции. У всех людей есть какие-то То амбиции. есть есть какие-то внутренние твои моменты, да, которые тебя мотивируют. Кому-то хочется большие рестораны, залы. Такие. А я хочу А. сделать маленьких, типа, 100 штук. Ну, Я уже окей. наигрался в рестораны. Всё. То есть следующий, скорее всего, я буду делать больше, чем у Богдана там его формат, но, скорее всего, это будет как вариант первой культуры. Это идеальный формат вот для меня с кухни. По сути, это такой же проект, как у Богдана, только с кухни, немножко посадки. А так формат в целом такой же. Мгм. То есть тут реально вначале надо понимать о формате, который вы делаете. К цифрам. Доход таких проектов может варьироваться от 5 до 29-30% от оборота. Мгм. От чего такая прям здоровая разбежка? Пример моей кофейни там, в Минске. У меня доход от оборота 27%. Это Что практически на пике. почти пик, Да. да, потому что там налажено за 8,5 лет, там как бы уже все капец как налажено. Ну и прибитая аудитория тоже. Разумеется. Чем крупнее проект, тем меньше этот процент. Но и тем выше оборот. Мгм. То есть там оборот, например, там я могу там, поделиться там, у моей культуры на Казимеже порядка там от 400, там, может, до 550 тысяч злотых, то есть полляма Мгм. в месяц. Ну и, соответственно, как бы процент дохода, чтобы, например, заработать на 27% дохода с такого оборота, ну, это я бы, наверное, уже на Феррари приехал, а я не приехал на Феррари. Вот, поэтому тут важный момент самого формата. Если мы говорим про формат кафе,
Под кафе я подразумеваю простую, понятную еду, дружелюбный сервис, такой easy-сервис, наличие официантов, да, потому что кафе это, как правило, подразумевает официантов, ну и какой-то там алкоголь, кофе, вот в таком плане. По вложениям. Я всем говорю всегда простую формулу. 1500 за метр. $1500 Да. за метр квадратный. Но есть нюанс, подожди. Я тебе такую же цифру, по-моему, говорил. Но Богдан сам согласен с тем, что он вложил слишком до хера. У меня все проекты так и выходят. И у всех моих коллег, кто открывается, выходит примерно цифра. Поэтому, если вы хотите открыть какой-то проект, то просто берите 1500, умножайте на вашу квадратуру. Примерно вот такой бюджет получится. Но чем меньше ваш проект, тем выше сумма. Все, это офигенно, что ты эту цифру прям вывел и озвучил. Учитывая инфляцию, я бы ориентировался на 1700 уже. То есть это была цифра вот на 1700. год-полтора. Сейчас бы я уже ближе вот к 1700 ориентировался. А учитывая то, что это будет ваш первый проект, то я бы ориентировался на 2200. Как у пана Богдана. Если вы не хотите проехать с первым проектом, всегда можно обратиться к специалистам. Да. Мы вас ждем после подкаста. Под подъездом, Окей, да? хорошо. Какие еще цифры, чтобы завершить этот блок? Расходная часть. Да. Богдан привел пример процентов. Это правильно, потому что, исходя из оборота, бывают разные проценты. Там, питание штата, хознужды, фудкост. Касательно фудкоста. Сколько у тебя людей работает в культуре? Ну, около 70, 60-70. Офигеть. До хера. Офигеть. Ты представляешь, какой у него зарплатный фонд должен быть и как он сильно сжирает всю прибыль Слушайте, твою? вот смешно, не смешно, но я каждое 10 число, ну, когда надо платить зарплату, предлагаю команде 1 месяц Уволиться. потерпеть. Нет, а я на Бали на 3 года. Вот примерно можете перевести, сколько стоит команда в Польше моя, чтобы я 3 года очень хорошей жизни на вилле с мукой, там, ну, кокосовые пирожки люблю петь, с малышкой, all inclusive, жил 3 года на Бали. Вот такой вот фонд. Офигеть. Фонд оплаты труда. Зарплата. Вот поэтому я выбрал маленький формат, где работает всего 2 человека. Это Богдан правильно выбрал направление как минимум для старта, на самом деле, Да. потому что, поверьте, есть сейчас одна кофейня, мы с Богданом ее знаем, где девочка сейчас просто, ну, там надо отработать, чтобы оплатить фот, который она туда сейчас вкатывает, и деньги, которые она вложила в кафе. То есть она прям с ноги залетела, да? И... Абсолютно по незнанке, абсолютно не понимая, что происходит, и не прислушиваясь к тем, кто мог бы ей реально помочь. Так вот, по расходной части, по процентам, смотрите, давайте ориентироваться вот на фудкост. Фудкост, как мы уже в целом выяснили, что это такое. Все зависит от того, на что вы обращаете внимание. Например, если мы говорим о напитках, классный фудкост, именно фудкост, это важно, подчеркиваю, это порядка, там может быть от 7 до 15%. Это хороший фудкост на напитки. Зависит от напитка. Если это кофе, то это может быть там чуть-чуть выше, потому что использовать можно разное зерно. Если хорошее зерно, как там у меня, у Богдана, то, соответственно, растет фудкост. А как в этом случае фудкост считается? То есть если фудкост 15%, то что? 85... Есть цена продажи. 85 я зарабатываю или какая логика? Нет, 85 это себестоимость продукта, но без учета зарплаты, воды, там, электричества, аренды и так далее. То есть это просто сам продукт. При просчете фудкоста я в среднем ориентируюсь, сколько я буду платить поставщикам. Это такой важный момент. То есть я, например, знаю, что у меня в месяц, там, допустим, 100 тысяч оборота. Я знаю, что мой средний фудкост по всем подразделениям, то есть кухня, бар, составляет, например, там 20%. Я знаю, что я в месяц буду платить 20 тысяч поставщикам. Удобно? Удобно. То есть я в целом могу заложить эту сумму. Вот. Если мы говорим про кухню, то это в среднем район там, от 20 до 30% фудкост. Сейчас, конечно, это же X3, там, X10, но, ребят, представьте, сколько вам надо продать кружек кофе, чтобы, например, отбить мою аренду на Казимеже в 33 тысячи. Давайте посчитаем. Да. Даже не буду считать. Да хера кофе надо приготовить. Вот, поэтому это только аренда. Я молчу про коммунальный. Коммунальным это тоже отдельный пункт. Когда мы знаем наш фудкост, мы можем примерно понимать, сколько нам надо делать чашек там, кофе, блюд, чеков в день для того, чтобы выйти на окупаемость. Это супер важно, надо просчитать. Тот же отчет P&L это все поможет сделать. Вы туда вбиваете все, что вот можете, и Богдан сделал тоже очень правильное решение, я делаю так тоже каждый раз. Ты считаешь от минимума до какого-то реального максимума. Как выяснить, сделать анализ конкурентов? Лайфхак держите. Идете в кофейню, которую вы считаете похожей на ваш формат. К открытию. Берете чек. Ну, как не просто там с бара, а берете воду, не знаю, кофе. И приходите в конце дня. И берете еще один напиток. Вам дают еще один чек. И у любого чека есть номер. И вы отнимаете от конечного чека начальный чек, и у вас получается там 300 чеков. Вот столько чеков за день сделало заведение.
Не факт, что это реальная цифра, потому что многие левачат. Я вот только хотел сказать, как это в Украине делается, но Ну, ты сказал. слушайте, в Варшаве за это можно очень нормально влететь. Конечно, в Варшаве, ну, в Польше это очень серьезно. Да, здесь как бы работают по-разному разные предприниматели, несомненно. Но если вы начинаете, вы малоопытны, я бы, капец не рекомендовал. Тем более, есть важное правило, которое подтвердили многие мои там коллеги, рестораторы и очень крупные. Если ты не можешь разбогатеть в белую, забудь, вообще не открывай. Если твой доход зависит от того, что ты работаешь в черную, будь готов к тому, что ты присядешь, например. Да. Или получишь штраф, который тебе сожрет всю твою прибыль, и ты обанкротишься. Все твои черные похождения, да? Рано Скажем или так, поздно, короче, словишь штангу. смотрите, налоговая в Польше работает на доверительном управлении. Как Да. это работает? Ты можешь левачить какое-то время, она к тебе не будет ходить, даже не будет на тебя смотреть. Да. Но наступает проверка. Рандомно, обычная штатная проверка. И все, если ты попался в эту проверку, Да. тебе хана, они снимут себе 3 шкуры. Поэтому... У вас были проверки у кого-то? Да. Не, у меня еще не было. У меня контрольная закупка была от налоговой. О, прям контрольная. О, это они прям... да. А как ты их серьезно. распознал? Потому что мне просто сказали, меня, опять же, очень сильно смущает этот вопрос НДС и 23%. Да, И НДС. я пытался узнать, что с этим можно сделать. Мне сказали, говорят, смотри, вот ты убьешь 3 человек умышленно, Да. и тебе дадут срок меньше, чем если ты укроешь там Да. типа 10% НДС. Все верно. Мне также юрист сказал, лучше сбей человека насмерть, но заплати ваты. Класс. Ну, ваты это ндс, если да. Это на тоже, всех да, языках. в анонс надо внести. Да. Короче, Такой если пришла важный проверка из комментарий. налоговой, убей его. Быстро доплати Это ваты. дешевле, чем чтобы он узнал, что Ладно, ты не это платишь неправда, ват. Да. Ты можешь не доплатить ваты типа по ошибке, но потом тебе дадут какой-то срок, если там что заподозрят, что ты должен будешь это доплатить. И тогда ты, если успеваешь в срок доплатить, то тебя как бы с тебя Ну да. снимаются. Ну, плюс они же еще пеню насчитают. Да, конечно. Да. Короче, про ваты. В гастрономии есть всего лишь две категории ват. Это 23 и 8%. 23 это все напитки, включая алкоголь. Подожди, а почему опять? Есть же еще 5%, допустим, на выпечку. Все индивидуально, смотря у поставщика какая. Но в основном это 8 и 23. Типа 5. Мне в кофейне просто еще приходят типа фактуры с ватом 5. Они, значит, получили разрешение. Камбуча, я знаю, тоже. Как Да, напиток да, получила 5% ват. Но Мгм. это такие редкие исключения. всё. Но Ну, то есть- в 90% случаев это 23 и 8%. Но я сейчас говорю, когда ты продаешь. То есть приходящие, когда поставщик приносит фактуру, то да, Мгм. это может быть и 5, и 0 может быть. От макро, там, сельгроса. Молоко 0%. Молоко ват. 0, мясо, овощи — это 0. Мгм, Для мгм. тебя это капец как хреново. А меня это Ну да. бесит прям. Я типа не могу НДС списывать. Я Да. молока покупаю просто тоннами, Да, тоннами да, в да, месяц, да, а я да. не могу списывать НДС, потому что он там 0. Зато люди рады. Да. Жители Польши, местные поляки. Да. 8 — это блюдо, но без рыбы. Рыба — это 23. Но в зависимости от сколько грамм рыбы или морепродукта в блюде. Если грамм больше 30, то это уже 23. Если меньше 30 грамм, то это 8. Но их же всегда больше 20. Нет. Смотря что написать. Окей. Тын-тын. Как уйти от вата? Вы можете брать расход как можно больше. Мгм. В зависимости от того, какое у вас налоговое обложение. У меня спулка, у Богдана ИП. У меня рычалт вообще. У У меня рычалт, мне ват, типа, только... Я как ИП, Никак. У я тебя как белорус. речаут? Я на рычалте, да. Ого, а как ты умудряешься работать на речауте? В смысле? То есть, у тебя же все равно расходная часть, она У меня большая. очень маленькая, типа, у меня небольшая расходная Ну, а часть. почему? Аренда уже, Смотри, я и плюс когда- люди. Я, во-первых, когда сюда приехал, я принял для себя решение, Сейчас что это важный момент, потому что, это моя профессиональная сфера как Да. раз. я, короче, первую свою точку решил сделать своим личным кошельком. Ага. То есть здесь генерируются деньги, и я их снимаю как хочу, трачу на что хочу. Мгм. И посчитав все там варианты налогообложения здесь, я для себя принял то, что в моем формате первой точки рычалт будет самым выгодным. Типа у меня То есть там- с учетом того, что ты не можешь списывать Да, это на да, расход. да. Я просто для людей это тоже акцентирую. Да, И- то есть я считал там типа и спулку, считал не спулку, то есть одноособовую, считал рычалт, линейный налог. И то есть плюс-минус, внося все затраты и всю движуху, у меня получалось плюс-минус так, что у меня примерно одинаково получается история вся по движению. Но тебе не надо париться Но над мне не надо расходом. париться над Какой расходами. речаут, напомни, процент? 8,5? 5,5. Все, 5,5. Я могу легко для зрителя объяснить, что такое спулка и что такое ИП на очень понятном языке. Да, давай. ИП — это ты свободный, сегодня у тебя Маша, завтра Катя, ты тратишь на них деньги, и как бы все окей, тебе вообще все равно. Когда у тебя спулка, это ты семьянин. То есть ты как бы можешь сходить к Кате, но тебе надо отчитаться будет перед женой.
за расходы на Катю. И тот способ под разные сферы бизнеса, он подходит. То есть Пулково в Польше вполне окей. По цифрам еще. Основные расходы, это, как уже мы сказали ранее, это ФОТ, это аренда и коммунальные. В Польше они огромные. Тут надо просчитывать, потому что, вот как я уже сказал, там один из примеров, у нас ледогенератор на водном охлаждении. Лёдогенератор. Лёдогенератор. Ага, это штука, которая генерит лед. Да. Да, и Да. и важно, ну, в вашем бизнесе, я так понимаю, это просто промышленными масштабами все делается. Наш ледогенератор генерирует порядка 46 килограмм в сутки льда, плюс параллельно мы докупаем красивый лед. Красивый лед, я подразумеваю, это вот все знают, там, бокалы с пиками точеными. Есть такие кубы, тоже красивые. Вот, это такой красивый лед, его делают отдельно в специальных для генераторов, которые стоят тоже очень-очень больших денег. И есть такой обычный для шейка, для каких-то лимонадов. Который будет дробиться потом. Да. Вот, и этот генератор за 3 месяца генерировал 50 тысяч долга в злотых. Что значит долго? Ну, в Польше есть перерасчет воды. Вот ты платишь, а потом такие, доплатите нам за тот период еще 50 тысяч. Это очень много, 50 тысяч, это Я прям знаю. сильно. Да, вот. Да, это касательно... Офигеть. Это касательно коммунальных услуг. Тут тоже важно просчитывать. В Польше плюс есть нюанс электричества. Нет такого понимания, как государственное электричество. Есть куча частников, которые продают тебе электричество. Государство отдало этот рынок, чтобы были рыночные условия, конкуренция. Это жесть, потому что реально цена варьируется от 500 злотых за гигаватт до 3000 злотых. Ого. То есть очень можно варьироваться. Я знаю кейсы. И подписаться на контракт на 5 лет, да? На 7, на 10. Где ты потом фиг спрыгнешь. Не спрыгнешь. Есть лайфхаки, обращайтесь, я подскажу, как можно спрыгнуть с такого договора, но не безболезненно, то есть чуть-чуть будет больно. Но все равно, если ты в итоге спрыгнешь на что-то более хорошее, компенсирует экономией вот эти разницы. Ладно. Простой кейс на примере моего проекта на Яна Казимежа. Первая фактура за электричество на старте работы была 25 тысяч за электричество. За месяц? За месяц. 25 тысяч. Чего? Да. После жестких разбирательств, руганий, потому что были другие договоренности, они очень не хотели, включали дурачков, а мы не понимаем, да, какая-то ошибка, да не, вы сначала заплатите, а потом мы разберемся. Мы с ними реально очень долго ругались, причем мы подключили поляка, подключили юристов, чтобы все на их языке было, потому что, моя ругань с ними, в формате курва. В формате ТикТока была это, типа, да. О, ты бобра, курва. Типа курва-бобр. 25 тысяч за месяц. Да. После ругани теперь мы платим 10. Нормально. Все равно много. Нет, много. Не, эффективно поругались. А откуда у вас столько много? Я типа за электричество плачу... Я реально... У меня электричество 700 злотых в месяц. У нас ты видел, сколько там людей? Нет, куча понятно. Люди там, блядь, электричество не потребляют. Или ты думаешь, они приходят на кухню, розетку в жопу, такая стоит, заряжается. Плиты. Плиты индукционки, да, у вас, наверное? Да, потом духовые шкафы 2 рационаля. По 8, по 10 киловатт. Кофемашины еще 6 киловатт. Ну да. Плюс айфоны заряжают посетители. Почему у меня розеток нет? Нет, это жестко сильно, слушай. Дорого. Электричество это в Польше надо тоже просчитывать. Да. Вода тоже дорого. Для меня было очень непривычно по приезду, потому что то, сколько я платил там в Минске, сколько плачу здесь, это просто небо и земля. Вот. По расходам в целом это все. По доходам я сказал, в процентном соотношении все это можно высчитывать, зависит от вашего проекта. Очень важно, когда вы делаете просчет нового проекта, все расходы увеличиваете в 2 раза, а доходы делите. В 2 раза? Да, минимум. Тоже интересно, да, такая формула, интересный инсайт. Вы должны просчитать в PNL-ке вариант, где поляки, которые ходят к нам, они похожи больше на наших, чем вот эти национальные поляки, которым надо побольше еду за меньшие деньги. Окей, но когда вы открывали ваше заведение или сейчас будете новое открывать, вы ориентируетесь на концепцию, либо на целевую аудиторию, типа там поляки это или наши будут, или вам важна проработка концепции? В целом я считаю, что ориентироваться, допустим, только на концепцию, так себе затея. И ориентироваться только на аудиторию, так себе затея. Это должен быть симбиоз. Оно должно быть все вместе. И концепция, и аудитория
Но я сейчас недавно принял такой для себя факт, что все-таки, наверное, допустим, в том же маркетинге поляки не сильно пользуются Инстаграмом. Ну, хотя начинают, но они больше ТикТок и Фейсбук. Я понял, что нужно все-таки, наверное, усиливать сильное. И то есть, если у тебя идет поток твоих клиентов, Через которые к тебе инсту, идут, да, условно. да. То есть у тебя идет больше процент твоих людей, то нужно сделать так, чтобы твои люди узнали о тебе как можно сильнее. То есть ты сначала закачай свою кофейню, ресторан своей аудитории, а потом начинать добавлять уже потихонечку польскую аудиторию. Сложно. Их тяжелее привлечь, чем наших. Да. Это факт, да? Их Да, тяжелее. намного тяжелее. За счет их консерватизма, да, что они такие. Да. Но типа, они сами говорят прям открыто, что типа мы начинаем ходить позже. Вот мы посмотрим отзывы на Google, почитаем, среднюю оценку вашу посмотрим, и потом уже начнем ходить. А у наших такой формат, типа, о, классное заведение, у меня там знакомые были, Да. классное Сарафанка — комьюнити. это вообще Все, это очень классно. Да. готовы Да. пробовать. Да. Наши готовы Другой- изучать, нарабатывать какой-то вкусовой опыт, пробовать новые места. А поляки как будто бы вот он нашел свое место, и все, он И туда всё, будет да. ходить. То есть его забрать оттуда, ну его надо прям забрать. Его прям с этих фрыток он Да, не слезет, это да? типа невозможно. Мне очень понравилось, как ты сказал, вкусовой опыт, да? Очень классно так звучит, вкусовой Ну да. опыт, да? Люди ходят за вкусовым опытом. В целом, наша задача в гастрономии, и моя, и Богдана, это давать людям что-то новое, что они еще не пробовали. Мгм. Богдана вот матча-бар. Матчу там буквально там сколько-то лет назад еще даже не особо никто не пил. Сейчас такой трендовый напиток. Богдан круто попал в этот хайп и дает качественный продукт. Это новый вкусовой опыт. Мгм. Мы работаем над сочетаниями. Есть там понимание фудпейринга, сочетание ингредиентов на молекулярном уровне. Это вот прям изучается прям супер классно. Мы, как есть такая цитата шеф-повара одного Блюменталя, мы можем измерить поверхность Марса, температуру, но понятия не имеем, что происходит у нас в тарелке. И на Мгм. сегодняшний день люди больше погружаются в гастрономию уже не как поддержать свое тело жизнедеятельностью, а дать что-то новое, попробовать что-то новое. И Мгм. это супер классно, это супер важно. И наша задача давать вот эти интересные сочетания, которые ты бы не попробовал в жизни. Ну да, и дома точно бы не заморачивался на это. Друзья мои, мы с вами проработали 2,5 часа. Это был самый длинный подкаст в моей жизни и, наверное, один из самых интересных, потому что каждый из вас дополнил каким-то своим опытом, видением и кейсами наш сегодняшний диалог, за что вам спасибо. И давайте финальные слова для зрителей, пожелания какие-то, да, для тех отважных, кто досмотрел до самого конца. Дайте, пожалуйста, финальные пожелания и... Слушайте, я обычно всегда, когда заканчиваю там какой-то свой спич, всегда хочется дать важные какие-то советы, которые реально могли бы вам помочь открыть свой проект. Самый главный аспект — это не бойтесь. То есть мы тут наговорили страшных вещей, всякие ваты, циты, работа с договорами Нарциссы и так далее. какие-то. Нарциссы, да. Что тут А что делать, происходит? если я не нарцисс? Да как мне открыть кафе? Но все самое важное заключается все равно в вас. Если вы хотите открыть ваш проект, просто не бойтесь. Весь мир останавливает тревога, и только сильные люди могут идти вперед и создавать что-то новое, работать с чем-то новым. Просто не бойтесь. Да, вы будете набивать шишки, вы будете разбивать коленки, вы будете падать в ямы, у вас начнут выпадать волосы, вы станете седым, вы будете плохо спать. Но это кайф. Если меня спросят, хочу ли я поменять свою жизнь, вот если бы я вернулся, занялся бы я айтишкой, да никогда в жизни. Никогда бы в жизни я не пошел бы вот в айтишку, сидеть там за компом. Не обижаю айтишников, ни в коем случае. Просто это не мое, вот, не моя работа. Я бы все равно занялся гастрономией, потому что это энергия. Безумное количество людей. Ты делишься энергией с людьми, люди делятся с тобой. Да что вы понимаете, у меня холодильники горели огнем. Просто мне звонят ночью повара, говорят, у нас холодильник горит. Классно. Классно. Или там повар застрял в туалете. Или повар горит, да? Или повар горит в туалете. Ну, в общем, это крутая работа, это просто нереальная энергия. Ты учишься каждый день чему-то новому. Ты учишь психологию, как общаться с гостями, с работниками. Ты изучаешь цифры, ты учишься разбираться в финансах, ты учишь юриспруденцию. Ты изучаешь все. И самое главное, для чего лично работаю я, это давать людям что-то классное, чтобы видеть их реакцию, их радость, их удовольствие от того, что делаю я. Мне нравится, я заряжаюсь, когда вижу улыбки гостей, такие, ебать, вкусно. Я такой,
класс. И это вот это самое важное, когда я вижу улыбки гостей. У нас такие гости, как говорил когда-то там мой наставник в хорике, клиенты у банкиров и у проституток, а у нас это гости. Я очень долго, когда работал в банке, говорил гости. Мне говорят, у нас клиенты. Я такой, бля, точно. Я говорю, ну у меня гости, а у вас клиенты. Ну так вот, я безумно радуюсь, когда я вижу улыбки, и вот это вот меня мотивирует. И мой совет вам просто дерзайте. Не бойтесь. Набиваем шишки, набиваем синяки, но считайте бабки. Бабки считайте. Вот все записывайте. Не отлетайте в облака, да? Никакие, да. Наша работа — это работа мечтателя. Это по-любому надо быть мечтателем. Но нельзя быть с розовыми очками и вот фантазировать нереально. Тут надо все равно читать. Поэтому... Я когда, допустим, открывал свое кафе, у меня не было цели там продавать кофе либо матчу. Я хотел сделать место, в котором будут собираться люди, в котором будет образовываться классные, плотные комьюнити, с которыми можно будет в дальнейшем дружить, общаться, гулять, видеться, строить бизнес и в целом что угодно обсудить. И в целом у меня это получилось. Мы там за полгода работы у нас образовалось вокруг этой точки просто там сотни человек, с которыми можно сейчас выйти на связь. И поэтому не всегда то, что вы делаете, вам может приносить только там финансовую какую-то выгоду или цель. Можно закладывать в это гораздо больше, чем вы на самом деле думаете. И вот комьюнити — это люди, которые нас окружают. Это гораздо ценнее многих вещей, которые есть в материальном мире. Поэтому как-то так. Успехов, всем удачи. Если что, Стас на связи. Так или иначе, даже вот это все объединило нас здесь сегодня. Да, кстати, да.